Привет, Энни Квест. Если тебе нравятся мои обзоры, не забудь подписаться и нажать на колокольчик уведомлений. История начинается в королевстве Клей, на северо-западе, где мы знакомимся с нашим главным героем, Нуром, который готовит лекарство для своей больной мамы. Его мама выпивает это лекарство и благодарит Нура за то, что он всегда ее поддерживает. Нур говорит ей, что собирается быстро покормить овец, и его мама просит его поклясться, что он не выйдет за пределы барьера. Он так и делает и говорит, что принесет фрукты и кроличье мясо для супа. Но потом его мама начинает сильно кашлять, и Нур очень волнуется. Он говорит ей, что вскипятит для нее воду, но мама останавливает его. Она вытирает грязь с лица своего трудолюбивого сына и с тяжелым сердцем извиняется за то, что не может дать ему многого. Она говорит ему, что он заслуживает того, чтобы сам выбирать свой путь в жизни. Затем мы видим, как Нур готовит суп из кроличьего мяса и фруктов, которые он собрал. Когда суп готов, он относит его маме. Он пытается разбудить ее, но она не отвечает. Он с трудом осознает, что она умерла. Поэтому он выкапывает могилу для своей мамы рядом с могилой отца и тихо плачет. После этого Нур охотится за едой, ухаживает за скотом, наводит порядок в доме и читает книги. Каждый день он выполняет эти обязанности и чувствует себя очень одиноко, когда ничем не занят. Однажды он находит в доме старую книгу. Читая ее, он вспоминает, что это та самая книга, которую когда-то читал ему отец. Отец рассказывал ему о приключениях, о том, как можно снимать проклятия в жутких лесах, изучать магию, чтобы стать крутым волшебником, объединяться, чтобы победить огромных монстров. И даже о целебном эликсире от короля духов. С какими бы трудностями они ни сталкивались, они сражались, чтобы защитить слабых, свою команду и уничтожить зло. Это очень вдохновило Нура, и он постоянно просил отца рассказать ему еще истории о них. В настоящем Нур вспоминает, как мама говорила ему, что он сам должен решить, как ему жить, и начинает думать о том, чтобы стать искателем приключений. На следующий день он кормит скот, прощается с мамой и папой и говорит им, что отправляется в город, чтобы стать искателем приключений. Немного поколебавшись, он выходит за пределы барьера вокруг своего дома. После нескольких дней путешествия в одиночестве он наконец добирается до города. Он входит в город и спрашивает у стражников у ворот, как пройти к гильдии, и они указывают ему правильное направление. Оказавшись в городе, он удивляется, как деревенский парень, впервые увидевший столько всего нового, и все это его вдохновляет. Он направляется в гильдию искателей приключений, но глава гильдии пытается отмахнуться от него, говоря, что здесь не место для детей. Но Нур настаивает и говорит главе гильдии, что привратник отправил его сюда, потому что он хочет стать искателем приключений. Глава гильдии пытается образумить его, говоря, что он принимает глупое решение, и его родители будут очень волноваться. Но Нур сообщает, что его родители уже умерли. Когда его спрашивают, как его зовут, он представляется. Глава гильдии говорит, что Нур должен сначала пойти в школу, если хочет стать искателем приключений, но предупреждает, что это может быть сложно, потому что у них никогда не было такого молодого кандидата, как он. Нур спрашивает, что такое школа, и глава гильдии объясняет, что каждый, кто хочет вступить в гильдию искателей приключений в столице, должен выбрать школу. Там он должен выбрать класс искателя приключений и научиться всем полезным навыкам, чтобы стать настоящим искателем приключений. Теперь, будучи деревенским парнем, Миллер понятия не имеет о навыках. Глава гильдии объясняет, что речь идет о технике владения мечом, магии и тому подобном. Это очень вдохновляет Нура, и сцена переключается на него в школе фехтования. Он думает, что станет героем, который одним ударом сможет победить дракона размером с гору. Он начинает учиться фехтованию, и один за другим другие ученики открывают 6 навыков владения мечом. Нур продолжает тренироваться, но немного завидует им. Через несколько месяцев мы видим, что все остальные прогрессируют, а Нур все еще отстает. Он продолжает тренироваться, но его наставник говорит ему бросить. Но Нур хочет продолжать тренироваться, но наставник говорит, что это пустая трата времени. По словам наставника, Нур бездарный неудачник, который умеет только парировать удары. Он прямо говорит Нуру, чтобы тот нашел другой путь, и предлагает ему пойти в другие школы, чтобы раскрыть свой потенциал. Поэтому Нур решает попробовать школу воинов, думая, что это круто, потому что он сможет быть на передовой и защищать свою команду. Он проходит там жесткую подготовку, но все равно не добивается прогресса. После нескольких месяцев тренировок его наставник прямо говорит ему, чтобы он уходил, потому что все, что ему удалось сделать, это немного улучшить свою физическую форму. Наставник предупреждает его, что он погибнет, если продолжит идти по этому пути. Поэтому Нур решает попробовать школу охотников, но и там терпит неудачу. Наставник прямо говорит ему, что он не создан для таких деликатных инструментов, как луки. Но это его не останавливает. Он пробует свои силы в школе магов. Но даже после всех тренировок он может только создать слабое пламя, которое едва может зажечь свечу. Он еще не закончил, поэтому Нур отправляется в школу воров. Но как бы он ни старался, он не может научиться обезвреживать ловушки, взламывать замки или обнаруживать присутствие. Ему приходится бросить и это. Одна неудача за другой. Наконец Нур пробует школу алхимиков, но и там ему не везет. После нескольких месяцев тренировок он может только создать простое исцеляющее заклинание, которое может вылечить небольшие царапины. Затем он разочарованный возвращается в гильдию, и глава гильдии потрясен, узнав, что он ничему не научился даже после всех тренировок.
Глава гильдии прямо говорит ему, что у него нет того, что нужно, чтобы стать искателем приключений. Поэтому этот бездарный неудачник, разочарованный, покидает город и возвращается домой. Он говорит родителям, что у него нет таланта к приключениям, но он не сдается. Он полон решимости стараться больше, чем кто-либо другой. Он берет деревянный меч, вспоминая, что сказал ему наставник по фехтованию о его единственном навыке, который может превратиться во что-то другое, если он будет его развивать. Поэтому он день и ночь тренируется в навыке парирования, посвящая этому всю свою жизнь. Проходит год, и мы узнаем, что Нур тренирует свой навык парирования, чтобы отражать 10 мечей одновременно. Он еще не развил никаких новых навыков, но чувствует, что движется вперед. Проходит еще 3 года, и теперь он может парировать 100 мечей одновременно, но все еще без новых навыков, но наш парень не сдается. Он продолжает тренироваться и больше не ломает свой меч и не лечит царапины своим слабым исцеляющим навыком. Прошло еще 10 лет, и теперь Нур может парировать 1000 мечей одновременно. Он понимает, что за последние 14 лет не пропустил ни одного дня тренировок, но так и не освоил ни одного нового навыка. На следующий день Нур решает снова отправиться в город, и сцена переносится в гильдию искателей приключений. Сотрудники гильдии проверяют его навыки. Парирование, физическая подготовка, метание камней, шаг перышка, маленькое пламя и низкий каблук. Она спрашивает, уверен ли он, что хочет зарегистрироваться с такими слабыми навыками. Она начинает рассказывать о системе обучения в школе и о том, как она может улучшить его навыки, но Нур говорит, что он уже прошел все эти курсы. Это ставит девушку в тупик, и она не знает, что сказать. Нур понимает ситуацию и осознает, что не сможет вступить в гильдию. Он задается вопросом, действительно ли у него нет шансов попасть туда. Затем появляется глава гильдии, и ему трудно узнать повзрослевшего Нура. Но, присмотревшись, он понимает, кто это. Нур рассказывает о том, чем он занимался все это время, и глава гильдии не может поверить, что после всех тренировок Нур стал лишь немного лучше в парировании. Глава гильдии объясняет Нуру, что искатели приключений делятся на ранги АТС, самого сильного, да и самого слабого. Чтобы зарегистрироваться как искатель приключений ранга, и нужно иметь хотя бы один полезный навык. Но у Нура нет даже этого. Нур начинает думать, что, возможно, ему пора отказаться от своей мечты, если это так. Но глава гильдии говорит ему, что это еще не совсем безнадежно. Он упоминает, что есть легендарный ранг ниже и о котором мало кто знает. Морган в восторге, потому что он может стать искателем приключений ранга F, но глава гильдии выдвигает некоторые условия. Он говорит, что Нур не сможет заниматься охотой или собирательством за пределами города. Он сможет выполнять только случайные задания в пределах города. Он думает, что Нур может не согласиться, потому что это работа для нищих, но Нур все равно соглашается вступить в гильдию как искатель приключений ранга F. Глава гильдии очень удивлен, но регистрирует Нура, когда тот настаивает. Нура рад получить свою карту искателя приключений и начинает выполнять случайные задания в городе. Он выполняет их одно за другим, используя свои слабые навыки, и продолжает тренироваться с мечом. Дни пролетают незаметно, пока Нур помогает людям по всему городу. Однажды он сидит у костра, и его осеняет. Он наконец-то воплощает свою мечту, становится искателем приключений, который помогает другим. Он знает, что его навыки не помогут ему многого добиться, поэтому продолжает выполнять случайные задания в городе. Однажды он помогает пожилой женщине прочистить канализацию, и она очень благодарна ему за постоянную помощь. Затем он устраивается на стройку, и когда заканчивает работу, замечает свечение в пещере и слышит крики о помощи. Нур бежит к пещере со всех ног и видит, как чертов Минотавр собирается убить девушку. Оказывается, ее пытаются защитить рыцари, но у них нет шансов против этого гигантского зверя. Чудовище убивает капитана рыцарей одним ударом, а затем расправляется с остальными, как с жуками. Кровь заливает все вокруг, и девушки в ужасе. Минотавр нацеливается на девушку, но Нур использует свой навык метания камней, чтобы отвлечь внимание монстра на себя. Минотавр начинает преследовать Нура, бросается на него, но ему удается парировать его атаку. Минотавр продолжает нападать, а Нур каждый раз парирует его атаки. Но с каждым ударом его меч ломается. Нур знает, что ему нужно найти слабое место, но он также знает, что у него нет атакующих навыков, чтобы победить Минотавра, даже если он найдет его. Он замечает, что девушка все еще там, и когда Минотавр снова пытается напасть на нее, он использует свой навык шаг перышка и бросается спасать ее, ломая при этом свой меч. Он понимает, что даже если он не может быть лучшим искателем приключений, он должен защитить девушку, которая стоит перед ним. Он вспоминает слова своего отца о том, что значит быть искателем приключений. Минотавр снова нападает на него, но Нур парирует удар как настоящий герой. На этот раз топор Минотавра выскальзывает из его рук, и бум, топор обезглавливает монстра. Нур понимает, что если бы бой продолжался еще немного, он был бы уже мертв, и снова осознает, насколько ему не хватает таланта. Девушка благодарит его за спасение и спрашивает, как его зовут, но Нур говорит, что он не заслуживает того, чтобы его помнили, и уходит. Появляются рыцари, чтобы спасти девушку, и мы видим Нура в городе. Он не может поверить, что его чуть не убил случайный бык, бродящий по улицам, и он твердо намерен тренироваться еще усерднее. Через некоторое время приезжает команда уборщиков, чтобы убрать останки Минотавра и всех, кто погиб, пытаясь сразиться с ним. Принцесса Лин чувствует себя виноватой из-за всех этих смертей.
В этот момент к ней подбегает ее ночной страж и извиняется за то, что не был рядом, когда она пошла в проклятое подземелье, потому что его работа защищать Лин. Но Лин говорит ему, что это не его вина. Это было просто испытание на право наследования трона. Так что не было смысла заставлять его идти с ней. В этот момент другой рыцарь говорит Лин, что они скоро вернутся в замок, потому что лорд Рен хочет поговорить с ней, и она уже знает, о чем пойдет речь. Вернувшись в замок, лорд Рен только что закончил разговор с Лин, пытаясь понять, что, черт возьми, произошло, но ничего не понял. Минотавр мог оказаться в этой части подземелья только в том случае, если кто-то вызвал его с помощью магии. И рыцарь соглашается с этим предположением. Он думает, что все это как-то связано с торговцем, которого нашли мертвым на месте происшествия с кольцом. И когда они проверили его, то поняли, что магический камень в кольце был очень высокого качества, чего обычно не встретишь на рынке. Минотавр — это не шутка, это демон высшего уровня, так что ни один случайный богач не мог просто купить что-то, что может его контролировать. Кроме того, герб на кольце указывает на то, что оно из магической империи Доритас. Так что Рен думает, что за этим стоят люди из Доритаса, потому что у них всегда были с ним проблемы. Но даже в этом случае тот факт, что они пытались убить Лин и даже не потрудились избавиться от улик, означает, что они пытаются спровоцировать Рена на войну, чтобы захватить проклятое подземелье. Кроме того, Рен должен подумать о проводнике, который спас Лин. Согласно отчетам, этот парень смог победить Минотавра за считанные секунды с помощью сломанного меча. И вдобавок ко всему, шпионы из замка пытались проследить за ним, когда он уходил, но он просто исчез прямо у них на глазах. Рин не может поверить в то, что слышит, и ему очень интересно узнать, кто этот таинственный воин. Тем временем Нур только что вернулся в гильдию, и мастер гильдии был очень удивлен, потому что думал, что Нур погиб. Он слышал, что в подземелье появился демон, и это было прямо рядом со строительной площадкой, где работал Нур. Так что он решил, что Нур должно быть погиб. Нур извиняется за беспокойство и объясняет, что прошлой ночью за ним следили какие-то придурки, поэтому ему пришлось от них избавиться и вернуться домой, не сообщив о случившемся. Мастер гильдии говорит, что Нуру повезло остаться в живых, потому что Минотавр — это чертов демон. Настолько сильный, что даже авантюрист ранга А был бы мгновенно убит, если бы столкнулся с ним. Нур все еще не понимает, что мастер гильдии говорит о том же самом существе, которое он убил. Поэтому он спрашивает, что случилось с этим демоном, и мастер гильдии говорит ему, что его убил какой-то таинственный парень. Нур все еще пытается понять, что происходит, и просто продолжает рассказывать о заданиях, которые он выполнил сегодня. Мастер гильдии отдает ему деньги, но напоминает Нуру, что ему лучше найти обычную работу, потому что так он будет зарабатывать больше. Но Нуру плевать на деньги, лишь бы он мог быть авантюристом. В этот момент Лин подкрадывается к Нуру сзади и говорит, что очень рада, что наконец нашла его. Она извиняется за то, что вторглась в его личное пространство, но ей очень хотелось снова с ним встретиться. Поэтому она использовала свой навык обнаружения на расстоянии, чтобы найти его. Нур предполагает, что она должна быть авантюристка-вор, раз у нее есть навык обнаружения. Но Лин говорит, что на самом деле она маг, просто у нее есть навыки во всех классах, даже если они базовые. Мастер гильдии и другие члены гильдии узнают Лин, и она спрашивает, могут ли они с Нуром поговорить снаружи. Но прежде чем уйти, мастер гильдии хватает Нура и спрашивает, что он такого сделал, что Лин захотела с ним поговорить. Нур говорит, что он не делал ничего противозаконного, то есть у него нет никаких проблем. Поэтому мастер гильдии говорит ему идти с Лин и быть осторожным, чтобы не натворить глупостей. Снаружи Лин использует один из своих навыков, чтобы скрыть себя и Нура, чтобы их никто не видел. И как только они находят укромное место, Лин снова извиняется за то, что вторглась в личное пространство Нура, зная, что у такого могущественного парня, как он, наверняка много дел. Нур говорит, что все в порядке, и Лин начинает с того, что еще раз благодарит его за то, что он сделал, потому что он не только спас ей жизнь, но и спас множество людей в стране. Нур думает, что он заслуживает такой похвалы, потому что все, что он сделал, это убил чертову корову. Черт, он уверен, что Лин справилась бы сама, если бы он не появился. Он не понимает, как он пришел к такому выводу, когда увидел, как та же самая корова убивает кучу рыцарей. Поэтому Лин пытается объяснить ему, что она была бы уже мертва, если бы он не пришел ее спасти. Нур все еще не думает, что он сильно ей помог, но принимает ее благодарность. Но потом Лин говорит, что хочет предложить ему награду в знак благодарности за помощь. Нур прямо говорит ей, что ему достаточно простого спасибо, и ей не нужно ничего ему давать. Лин продолжает настаивать на том, чтобы дать Нуру награду, и теперь ее отец тоже хочет с ним встретиться. Но Нур ни за что не хочет никакой награды. Лин еще раз пытается уговорить его, но Нур стоит на своем и отказывается от награды. Лин в отчаянии спрашивает, может ли она что-нибудь для него сделать или даже подарить ему собственную территорию. Но Нур просто говорит, что ему ничего не нужно. Лин начинает плакать и говорит Нуру, что он должен принять ее благодарность, и она не сдвинется с места, пока Нур не согласится что-нибудь у нее взять. Нур вспоминает, как однажды устроил такую же истерику, когда у него был священник, который его обучал. И поскольку он не хочет, чтобы Лин стояла здесь часами, он соглашается встретиться с ее отцом, но все равно не хочет никаких подарков. Лин очень рада это слышать и говорит, что Нур должен держаться рядом с ней, и она будет использовать свои навыки маскировки, чтобы их никто не заметил. В конце концов Нура приводят в дом Лин.
И когда его впускают внутрь, Лин спрашивает его имя, которое Нур с радостью называет. Но Нур не знает, кто такая Лин, поэтому извиняется за грубость и прямо представляется как Линберг Клейс. Но, черт возьми, это имя слишком длинное, поэтому она обычно называет себя Лин. Как только Нур осматривает дом, он наконец понимает, почему Лин не шутила насчет своего богатства. Теперь понятно, почему мастер гильдии так волновался, что он выставит себя дураком. Пока они гуляют, они натыкаются на постоялые дворы, и Лин очень рада их видеть. Она подбегает и спрашивает, где ее отец. Постоялый двор говорит ей, что он сейчас на встрече с Рин, поэтому немного занят. Но помимо этого, ей интересно, кто эти парни, которые там стоят. Лин объясняет, что Нур тот, кто спас ей жизнь, поэтому она отведет их к отцу Лин. Нур никогда не слышал о королевском рыцаре, поэтому он думает, что постоялый двор должно быть какой-то самодельный рыцарь. Один из тех, кто по какой-то странной причине любит носить доспехи. Он также замечает, что постоялый двор не слишком его любит, но не понимает почему. Пока они гуляют, они натыкаются на парня, который сидит у окна. Как только он их замечает, он встает и спрашивает, кто они такие и кто этот случайный парень. Постоялый двор говорит Гилберту убрать свое чертово копье, потому что Нур гость Лин и нехорошо направлять оружие на гостей. Гилберт понимает, что Нур должно быть тот парень, который спас Лин жизнь, поэтому опускает оружие. Инс просит его присоединиться к ним в комнате, потому что ей нужна поддержка. Гилберт уже чувствует, что Нур ему не нравится, и Нур понимает, что дела у него идут не очень хорошо, но продолжает идти. В тронном зале король проводит встречу с Рейном и очень зол, потому что ясно, что Дорадосу плевать на соблюдение мирного договора. Рейн ожидал этого с момента последней встречи с королем Дорадоса, когда тот прямо потребовал передать права на подземелье. Очевидно, что требование было отклонено, но с тех пор король Дорадоса замышляет их падение. В этот момент в тронном зале появляются Лин и ее команда, и Лин, вся взволнованная, подходит поздороваться с братом и отцом. Постоялый двор и Гилберт преклоняют колени, чтобы выразить уважение королю, но Нур просто продолжает идти. Рия замечает, что Лин в плаще, значит, она сбежала без разрешения. Но она говорит, что у нее не было другого способа найти человека, который ее спас. Король понимает, что она говорит о Нуре, и Нур извиняется за то, что пришел в таком виде. Но Лин настаивает на том, чтобы прийти сюда как можно скорее. Он также упоминает, что он не какой-нибудь аристократишка, поэтому не знаком со всеми правилами этикета в таких ситуациях. Он может случайно сказать что-нибудь грубое, но король говорит ему, что все в порядке, потому что так легче говорить, не беспокоясь об этикете. Король протягивает Нуру руку и официально благодарит его за спасение жизни Лин. Нур отмахивается, говоря, что это пустяки, и простого спасибо было бы достаточно, но король не отпускает Нура без должной награды. Он говорит Нуру, что тот может попросить любую сумму денег или землю, которую захочет, но Нур все равно ничего не хочет. Король ошеломлен и предлагает Нуру половину всех сокровищ, которые они добыли в подземелье. Рин считает, что такая награда слишком велика для одного человека, но Нур все равно не хочет ее принимать. Король не знает, что подарить Нуру, потому что тот все отвергает. Поэтому он подходит к своему трону и берет меч, висящий на нем, в качестве подарка для Нура. Рин считает, что это не лучшая идея отдавать такой ценный меч. Но король говорит, что это нормально, потому что он им больше не пользуется, и никто не узнает, если он заменит его на подделку. Он протягивает меч Нуру, и как только тот берет его в руки, чувствует, какой он тяжелый. По реакции Рина Нур понимает, что меч стоит кучу денег, и он не хочет принимать такие дорогие подарки. Но король говорит, что это просто вещь, которую он подобрал во время своих приключений, так что Нур может взять ее. Нур соглашается, и король просит его попробовать взмахнуть мечом. Нур соглашается и взмахивает мечом в воздухе, высвобождая огромную силу и удивляя всех вокруг. Король хвалит Нура за то, что тот взмахнул мечом одной рукой, но у него тоже есть просьба. Он хочет, чтобы Нур помог Лин научиться быть авантюристом. Но Нур говорит, что он не может научить кого-то такого талантливого, как Лин. И кроме того, Нур считает, что Лин должна сама решить, что ей делать. После этого Нур понимает, что ему пора уходить, и, уходя, замечает кое-что особенное в своем мече. Он идеально подходит для водосточных желобов, которые он обычно чистит. Так что он попробует завтра утром. Прежде чем уйти, Инс подходит к нему и говорит, что хочет поговорить. Сначала она извиняется за свое грубое поведение, потому что это было совершенно неуместно, но Нур говорит, что он совсем не против. Ее работа — защищать семью Клей, несмотря ни на что, поэтому она очень благодарна Нуру за спасение жизни Лин. И в знак признательности она обещает помочь Нуру, если ему когда-нибудь понадобится помощь. Нур не хочет спорить об этом, поэтому просто принимает ее предложение и говорит, что обратится к ней, если ему что-нибудь понадобится. Кстати, Инесс также предупреждает Нура, что ему лучше не разговаривать с королем так небрежно, потому что даже если король на этот раз промолчит, она не потерпит такого неуважения в следующий раз. Нур говорит, что понял, и Инесс спрашивает его имя. Услышав, что его зовут Нур, она кажется очень удивленной. Нур спрашивает, не сделал ли он что-то не так, но Инс говорит, что все в порядке, и уходит. Нур тоже собирается уйти, но его останавливает Гилберт, который хочет сразиться с ним.
Гилберт ведет Нура по коридору, и Нур не понимает, куда они идут, потому что он просто хочет вернуться к работе. Но, к его удивлению, Гилберт приводит его на тренировочную арену для тренировочного поединка между ними. Это шокирует Нура, потому что он ни с кем не дрался с тех пор, как учился в школе. Гилберт берет деревянный шест для тренировки и говорит, что он очень известен в столице, а затем просит Нура тоже выбрать оружие. Нур видит в этом отличный шанс поучиться у ветерана, поэтому выбирает обычный деревянный меч. Он знает, что не сможет победить Гилберта, но все равно будет стараться изо всех сил. Гилберт делает первый выпад, но Нур легко уклоняется. Он видит, насколько плавны и эффективны движения Гилберта, демонстрирующие его подготовку. Но по какой-то причине Нуру кажется, что Гилберт двигается в замедленной съемке. Он думает, что Гилберт просто сдерживает свою силу, потому что он такой же новичок, как и он. Нур просит тайм-аут и говорит Гилберту, чтобы тот не сдерживался. Поэтому Гилберт решает серьезно с ним сразиться. Он увеличивает интенсивность, но этого недостаточно, чтобы ошеломить Нура. Каждый раз, когда Гилберт промахивается, Нур находит бреши в его защите. С другой стороны, Гилберт расстраивается, потому что не может попасть по Нуру. Поэтому он проводит сложную атаку, меняя траекторию в последнюю секунду, пытаясь застать Нура врасплох. Он заставляет Нура подпрыгнуть, чтобы нанести удар, как только тот приземлится. Но, черт возьми, Нур снова уклоняется. Он говорит Гилберту, чтобы тот ускорился, потому что ему комфортно с текущей интенсивностью. Это задевает самолюбие Гилберта, потому что он уже выкладывался на полную. Нур начинает понимать, что он, возможно, сильнее Гилберта, но тут элитный стражник использует свой особый прием и целится в Нура. Атака проходит в опасной близости, но когда пыль оседает, Нура уже нет перед Гилбертом. Он увернулся и отошел в сторону. Но увидев разрушение от атаки Гилберта, Нур говорит, что больше не хочет драться. Нур уходит во дворец, но его мастерство впечатлило других рыцарей. Они не могут поверить, что он увернулся от особой атаки их капитана. Некоторые из них думают, что Нур выжил только потому, что Гилберт использовал тренировочное копье. В противном случае они считают, что такой гений, как он, может победить любого, кого захочет. Услышав это, Гилберт погружается в воспоминания. У Дюна всегда был талант к владению копьем, и он путешествовал по всему королевству, сражаясь с сильными противниками и побеждая их. Никто не мог даже приблизиться к тому, чтобы бросить ему вызов, и это чертовски его раздражало. Поэтому он отправился в столицу и присоединился к рыцарям, надеясь сразиться с монстрами, потому что они сильнее людей. Но даже монстры не могли сравниться с его силой и мастерством, и скука не покидала его. И вот однажды, когда он бездельничал как злодей, появился мастер школы меча. Этот парень был тем, кто тренировал Гилберта в начале его карьеры. Гилберт жалуется, что ему скучно быть таким сильным, и мечтает, чтобы было больше таких же сильных противников, чтобы он мог повеселиться в бою. Мастер просто говорит ему, что однажды один из его учеников превзойдет его, и Гилберт надеется, что это произойдет, пока он еще жив, потому что это может быть единственным способом развеять его скуку. Но когда Гилберт думает о парне, который одним ударом убил Минотавра, его мысли путаются. С самого начала он знал, что Нур интересный парень, но не чувствовал в нем ничего особенного. Но когда он сразился с ним, то понял, что Нур намного сильнее, чем кажется. Когда Нур говорит ему, что нужно поднажать, Гилберт использует свой особый прием, быстрее скорости звука, зная, что ни один человек не сможет выжить после такого. Но Нур уклоняется от атаки, и Гилберт чувствует себя побежденным. И вдобавок ко всему, Нур заканчивает бой прямо там. Гилберт думает, что Нур сделал это, чтобы спасти его от позора перед солдатами. И перед уходом Нур говорит ему, что с нетерпением ждет их следующей встречи, что означает, что Нур хочет, чтобы он стал сильнее. Теперь Гилберт думает, что наконец-то нашел кого-то, кто может сделать его жизнь немного веселее. С другой стороны, Нур понятия не имеет, как высоко его ценит Гилберт. Он использует свои навыки укрепления тела и шаг перышка, чтобы в последний момент увернуться от смертельной атаки Гилберта. Если бы он опоздал хоть на секунду, он бы погиб. Нур думает, что Гилберт намеренно замедлил скорость своих атак, чтобы Нур едва успел увернуться. И он благодарен Гилберту за то, что тот показал ему, что ему еще многому нужно научиться. На следующий день Нур начинает чистить канализацию эпическим мечом, который он получил от короля, и, черт возьми, он был поражен тем, как хорошо этот меч работает. Позже он отдыхает в лесу, потому что его работа на стройке была приостановлена после инцидента с Минотавром. Он пытается придумать, как убить время, пока работа не возобновится, и еще он пытается найти применение этому огромному мечу. Он думает, что, может быть, из него получится классная лопатка для пиццы или даже решетка для гриля. Но, черт возьми, у него нет ресурсов, чтобы начать этот бизнес. Поэтому он пытается использовать свою огненную магию, но она слишком слаба для барбекю. Затем он слышит шаги позади себя и оборачивается, чтобы увидеть Лин, которая специально его ищет. Нур спрашивает, чем он может ей помочь, и Лин просит стать его ученицей, чтобы учиться у него, пока она ему служит. Она готова делать все, что он захочет, но Нур быстро отказывается. Он говорит ей, что не может ее ничему научить, потому что он самодостаточен во всем. Лин пытается соблазнить его деньгами за обучение, но Нур ясно дает понять, что ему ничего не нужно. Она продолжает настаивать, говоря, что будет ему полезно, но Нур не может до нее достучаться. Поэтому Лин решает доказать свою полезность, продемонстрировав свои магические способности. Она призывает ледяные копья и стреляет ими в себя, а затем сжигает их мощным огненным заклинанием.
Затем она срубает огромное дерево крошечным кинжалом, используя какое-то безумное умение. А потом она использует магический прием с мечом, чтобы взорвать дерево позади Нура. Она думает, что после такого Нур согласится взять ее в ученицы, но он все равно отказывается. Наконец он понимает, что Лин слишком высокого мнения о нем, и задается вопросом, как, черт возьми, он заставит ее понять, что он ничто по сравнению с ней. Нур решает продемонстрировать свои навыки и создает крошечный огненный шар, чтобы доказать Лин, что он неудачник. И черт возьми, Лин в шоке, когда видит это. Она идет домой, думая об истории о бездарном мальчике, которого все учителя презирали. Раньше Лин думала, что это просто поучительная история, потому что она никогда не верила, что 12-летний мальчик сможет выдержать жестокие тренировки во всех 6 школах в течение целого семестра. Даже опытным воинам было трудно продержаться так долго. Но однажды самый крутой маг, который руководит школой магии, показывает ей свой крошечный огненный навык, а затем усиливает его, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Этот маг говорит ей, что нужны десятилетия тренировок, чтобы развить этот крошечный навык. Вот почему, когда Нур сегодня показывает Лин свой крошечный огненный шар, она теряет дар речи, потому что это намного круче, чем у самого крутого мага во всем чертовом мире. Он говорит ей, что это все, на что он способен, и его навыки в других областях на том же уровне. Только Лин знает, что размер этого маленького огня говорит о способностях Нура, и она понимает, что он мастер в других областях. Теперь ей чертовски стыдно, потому что она гордилась своими высокоуровневыми навыками, которые только что освоила. Она понимает, что хотя Нур намного сильнее ее, он никогда не хвастается своей силой. Он даже выполняет самые простые задачи, чтобы помочь другим. Она думает, что разум и характер Нура так же сильны, как и его тело, и ничто не сможет его сломить. Как принцесса, однажды ей придется править королевством вместе со своим братом, и она должна быть сильной. Она хочет научиться быть сильной у Нура, поэтому снова подходит к нему, когда он выходит из ресторана после еды. Лин говорит ему, что понимает, какой незрелой и тщеславной она была, и теперь еще больше хочет учиться у него. Она верит, что его сила станет основой мира и процветания их королевства. Поэтому она принимает его как своего учителя, но Нура это не беспокоит, и он просто хочет уйти домой. Сцена переключается на Рина, который задается вопросом, почему его отец отдал черный меч какому-то незнакомцу. Он объясняет, что когда его отец был в походе, он нырнул в лабиринт потерь с большими шишками, чтобы заполучить этот меч после многих лет рискованных действий. Этот клинок сделан из невиданных ранее материалов, прочнее арчика и мифрила. Поскольку ни один навык или трюк не мог оставить на нем даже царапины, он получил репутацию неразрушимого клинка. Загадка заключалась в том, как он оказался в таком плачевном состоянии. Рин понимает, что это не то, чем можно просто так разбрасываться. Он думает, что его отец, должно быть, почувствовал темную энергию, витающую в воздухе. Он думает, что старик, должно быть, сделал ставку на этого парня, думая, что он может стать их козырем в рукаве против того, что им угрожает. Затем вы видите, как Нур перекусывает в закусочной с Лин. Он спрашивает, не против ли она, что они здесь, и она соглашается. Нур говорит, что после еды собирается пойти в гильдию, и она соглашается, называя его своим учителем. Нур смущен этим, чувствуя, что он недостоин этого звания. Чем больше он пытается это объяснить, тем сильнее запутывается. Пока он ест, он думает, что она должна заметить, что он обычный парень, когда увидит, чем он занимается. Он приходит в гильдию, и мастер гильдии удивляется, увидев его снова с Лин. Он спрашивает Нура, в чем дело, и Нур отвечает, что это сложно. Мастер гильдии чувствует, что Нур не хочет об этом говорить, поэтому меняет тему. Но Нур говорит, что ему нужно поговорить об этом, потому что даже он не понимает ситуацию. Мастер гильдии отмахивается, думая, что Нур пришел по делу, и Нур просит что-то сделать. Мастер гильдии объясняет, что поскольку Лин авантюрист Биранга, они могут отправиться на охоту на гоблинов за городом, если объединятся. Норрис рад это слышать, вспоминая, что гоблины — это как тренировочные манекены для авантюристов. Он удивлен, что может взяться за такую работу, и воодушевлен. Но он задается вопросом, нормально ли полагаться на ранг Лин. Он думает, что это слишком эгоистично просить ее пойти с ним, особенно после того, как он сказал ей уйти раньше, и даже не был уверен, захочет ли Лин объединиться с таким слабаком, как он. Лин спрашивает, все ли в порядке, и Нур интересуется, не против ли она, что он полагается на ее ранг. Лин соглашается, говоря, что он может использовать все, что у нее есть. Мур все еще чувствует себя виноватым, полагаясь на такую молодую девушку, как она, но он рад, что наконец-то сможет осуществить свою мечту. Поэтому собирается отправиться на поиски гоблинов. Мастер гильдии напоминает ему, что он даже не сказал, где находятся гоблины, поэтому он возвращается. Мастер гильдии одобряет их миссию, предупреждая Нура, чтобы он был начеку, потому что гоблины могут быть слабыми, но с ними шутки плохи. Нур кивает в знак согласия, и мастер гильдии указывает им на место, где обитают гоблины. Он говорит им, чтобы они подсчитали убитых гоблинов, когда вернутся, и принесли правые уши в качестве доказательства, иначе им не заплатят. Лин замечает, что гоблины прячутся в лесу зверей. Мастер гильдии говорит, что в последнее время их стало меньше, поэтому, если они не найдут гоблинов, они могут собрать травы. Они соглашаются и отправляются на задание. В следующей сцене их проверяют стражники у городских ворот, и им разрешают покинуть город. Затем они отправляются в лес зверей. И Нур замечает, что это место совсем не похоже на южные леса, к которым он привык. Он думает, что даже деревья здесь растут по-другому, и Лин объясняет ему, что вся экосистема здесь тоже другая.
Нора спрашивает ее, что за дела с гоблинами, и она объясняет, что они в основном питаются фруктами и мелкими животными, но не боятся нападать на людей. Если их не контролировать, они размножаются как сумасшедшие, а когда голодны, нападают на людей. Вот почему столица отправляет авантюристов, чтобы контролировать их численность. Но гоблины чувствуют себя в лесу как дома, поэтому их нельзя просто уничтожить. Она рассказывает, что в этом месте растут редкие растения и вводятся редкие животные, что делает его популярным среди новичков, желающих подзаработать. Нор не понимает, и Лин рада, что объяснила все понятно, думая, что он ее проверял. Нор видит, что у Лин есть ум, соответствующий ее силе, и понимает, что ему нечему ее учить. Они углубляются в лес, и их окружает легкий туман. Позже Лин использует свой навык обнаружения, чтобы найти гоблинов, но ничего не находит, что странно, потому что обычно они уже натыкаются на них. Она думает, что слухи о том, что гоблинов стало меньше, могут быть правдой, но чувствует что-то еще глубже в лесу. Она предлагает исследовать это, и они углубляются в лес. Вокруг становится темнее из-за густых растений. Лин объясняет Нору, что в такой местности гоблины чувствуют себя как дома. Внезапно она выглядит потрясенной, и Нур спрашивает, что случилось. Она говорит, что то, что она почувствовала, было прямо перед ними, но теперь исчезло. Нур думает, что это мог быть больной монстр, который умер сам по себе. И Лин соглашается, что это возможно, но они все равно решают проверить. Они ничего не находят на земле, но Нора замечает парящий в воздухе труп гоблина. Лин чувствует, что с ним что-то не так, и использует заклинание обнаружения, и они обнаруживают огромного скрытого императора гоблинов. Лин пытается обезвредить зверя, но прежде чем она успевает это сделать, Нора бросается вперед, думая, что это просто гоблин, и удивляется, насколько он больше, чем он ожидал. Он не может понять, как эти монстры могут быть самыми слабыми, когда эта тварь смотрит на него своими зелеными глазами, двумя ногами и злобным взглядом, как и положено гоблинам. Он не может поверить, что авантюристы считают это пустяком, и замечает, что Лин дрожит. Он понимает, что она еще новичок в боевых действиях, несмотря на свои навыки, так что это понятно. Но Лин знает, что это император гоблинов, подвид короля гоблинов, монстр высшего уровня. Она объясняет, что эти монстры созданы человеком в результате запрещенных исследований. Этот может пожирать своих врагов, поглощая их ману для повышения уровня. Нора ничего не понимает и говорит Лин, чтобы она не волновалась, потому что это всего лишь гоблин. Она спрашивает, знал ли Нора, что это произойдет, и поэтому пошел с ней, и вспоминает его странную реакцию, когда они говорили о гоблинах. Затем Нора предлагает им вместе сразиться с этим зверем. Лин соглашается, и они готовятся к битве. Монстр продолжает атаковать их, но Нур умело парирует удары. Он снова атакует, но Нур отбивает одно из деревьев своим мечом. Это дает Лин возможность использовать заклинание «Порыв ветра» и «Танец сосулек», но монстр слишком быстр, чтобы она могла попасть в него. Нур начинает сомневаться, что гоблины от природы такие быстрые. Затем гоблин бросает дерево в Лин, но Нур прыгает вперед, чтобы спасти ее, отбивая его в сторону. На него летят еще деревья, но он тоже успевает их отбить. Лин замечает, что раны монстра быстро заживают, и удивляется скорости восстановления императора гоблинов. Увидев на его лбу каменное пятно, она понимает, что это источник его необычайного исцеления. Лин просит Нура попытаться убрать камень, но монстр обрушивает на него шквал деревьев. Не в силах отразить их все, Лин вмешивается и использует свой порыв ветра, чтобы отбросить деревья обратно в монстра. Хотя монстр получает ранение, он быстро исцеляется, подтверждая роль каменного пятна в его исцелении. Нур понимает, что они не могут так продолжать, и сомневается, что смогут убрать камень даже с помощью способностей Лин. У Нура появляется смелая идея, и он просит Лин направить порыв ветра ему в спину. Лин колеблется, потому что это заклинание достаточно мощное, чтобы пробить стену замка. Но он уверяет ее, что она будет целиться в его меч, а не в него самого, потому что это их единственный шанс опередить монстра. Лин соглашается и направляет порыв ветра на меч, который с огромной скоростью летит в сторону Нура. Скорость слишком велика для него, поэтому он использует физические улучшения и шаг перышка. Он выкладывается на полную, но в итоге ломает кость, но быстро исцеляет ее с помощью магии низкого уровня. Затем он прыгает и бьет монстра по лбу, в результате чего кристалл выпадает, а он падает на землю. Монстр в агонии от удара, и Лин проверяет Нура, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он говорит, что с ним все в порядке, и просит ее разобраться с остальным. Нур предлагает ей легко убить монстра, но она использует адский огонь, сжигая его заживо, а не Нуана. Это жестокий способ. Нора тоже ничего не понимает, поэтому он молится после того, как убил монстра самым жестоким способом. Он понимает, что с него хватит охоты на гоблинов, и решает вернуться к своим обычным делам и не зазнаваться. Он решает, что ему нужно повысить уровень, прежде чем снова браться за что-то подобное. Позже Рен узнает об императоре гоблинов. Он осматривает камень маны, который они получили от монстра, и понимает, что император гоблинов таким камнем должен быть огромным. Оказывается, он был намного больше короля гоблинов, и он думает, что это может быть связано с магической империей. Каменное пятно оказывается сердцем демона из священной теократии Митры, и он задается вопросом, как там его сестра. Теневая компания сообщает ему, что у нее только небольшие царапины, и Рейн удивляется, что они справились с таким количеством ранений. Теневая компания упоминает, что монстр использовал заклинание высокого уровня, чтобы скрыться. По словам Лин, он был там не меньше 2-3 дней. Рэй беспокоится, что даже теневая компания не заметила заклинания маскировки и задается вопросом, как что-то такое большое могло проникнуть на их территорию. Он считает, что их датчики должны были его обнаружить, если бы его призвали, и задается вопросом, были ли какие-то предупреждения.
Он узнает, что активность гоблинов в этом районе снизилась, и думает, что это может происходить и в других местах. Теневая компания предоставляет ему отчет о странных происшествиях за последние 3 месяца, и он просит их продолжать расследование. Лин и Нур возвращаются к мастеру гильдии, чтобы отчитаться. Мастер гильдии шокирован тем, что Нур убил гоблина. Нур признает, что это был тяжелый бой, и благодарит Лин за победу. Но Лина настаивает, что Нур сделал всю тяжелую работу. В любом случае, Нур считает, что это был важный день для него, потому что сегодня он впервые охотился. Мастер гильдии предполагает, что Нур наблюдал за происходящим, пока Лин действовала, и считает, что это был правильный шаг, учитывая силу Нура. И что это должно быть хорошим опытом для него. Нур соглашается, говоря, что не ожидал, что гоблины будут выглядеть так. Нур указывает на то, что камень на лбу гоблина был его слабым местом, что удивляет мастера гильдии. Он привык, что камни маны находятся в сердце или горле, и начинает задаваться вопросом, действительно ли они столкнулись с гоблином. Нур обращается к Лин за подтверждением, и она подтверждает слова мастера, что это действительно был гоблин. Мастер гильдии предполагает, что это мог быть редкий гоблин, и спрашивает, оставили ли они ухо в качестве доказательства. Нур понимает, что они забыли об этой детали, и признается, что они действительно сожгли это проклятое существо. Вскоре после этого Рейн получает сообщение о странных происшествиях в близлежащих городах и деревнях. Люди слышат странные звуки по ночам, а животные возвращаются из леса напуганными. В других местах домашние животные просто исчезают, а в лесах стало жутко тихо. Рейн думает, что это может быть признаком того, что в их королевство проникли какие-то неестественные монстры. Поэтому он немедленно приказывает своим людям отправить поисковые отряды и задействовать всех, у кого есть заклинание обнаружения. Он также просит их вызвать 6 мастеров каждой школы, потому что им может понадобиться их помощь. Когда его команда уходит, Рейн немного выходит из себя, подбрасывает бумаги в воздух и задается вопросом, действительно ли магической империи так нужны их подземелья, что они готовы пойти на такие меры. Тем временем Нур и Лин отдыхают, наслаждаясь уличной едой на свои призовые деньги. Мастер гильдии дал им деньги за убийство гоблина, даже без доказательств, просто потому, что это была первая миссия Нура. После того, как они поели, Лин говорит Нуру, что идет домой, и он рад, что наконец-то может отдохнуть. В этот момент появляется Рейн, который ищет свою сестру. Увидев Нура, он сразу же просит его посетить город в горах на следующее утро. Он говорит, что Лин присоединится к нему, и что он все организует и хорошо заплатит. Рейн не раскрывает подробностей о своем деле в этом городе, но Нур соглашается, потому что Рейн кажется надежным. На следующий день Нур садится в карету и отправляется в путь. Это его первый раз в карете, и это главная причина, по которой он согласился на задание Рейна, и он наслаждается каждым моментом. Тем временем Лин выглядит подавленной и спрашивает, не нравится ли ей красивый пейзаж за окном. Нур снова смотрит в окно и начинает мечтать о том, как покинет город и отправится путешествовать, когда станет настоящим искателем приключений. Лин внезапно извиняется за то, что ее брат втянул его в это, но он говорит ей, что все в порядке, потому что ему платят, и это еще больше расстраивает Лин. Этим утром Рейн объяснил, что их миссия отправиться в город Тарос на другой стороне горы. Если через некоторое время ничего не произойдет, они должны отправиться в соседнюю страну, Священное Королевство Митра. Он сказал Нуру, что пока ничего не происходит, он может считать это оплачиваемым отпуском. Лин надеется, что ничего не произойдет, и ее телохранитель успокаивает ее, говоря, что ей не о чем беспокоиться, потому что она здесь, чтобы защищать ее. На самом деле Рейн дал Инсу секретное задание перед отъездом. Он сказал, что их королевство скоро столкнется с большой опасностью, и если оно падет, Инс должен забрать Лин и укрыться в Митре. Инс был шокирован и спросил, знает ли об этом Лин. Рейн ответил, что не сказал ей, потому что она наверняка будет против. Он очень беспокоился о безопасности Лин и сказал Инсу, что только ей он может доверить это. Вернемся к настоящему. Группа делает перерыв, и Инс извиняется перед Нуром за то, что втянул его в это. Она обещает защитить его, но он говорит ей, что в этом нет необходимости, потому что он умеет убегать. Инс настаивает, говоря, что убегать не придется, потому что у нее есть щит. Нур говорит, что ничего не видит, и Инесс решает продемонстрировать свои способности. Она создает священный щит с помощью своей особой способности и говорит Нуру, что если что-то случится, он должен спрятаться за ним. Он впечатлен и вспоминает, как Лин сказала, что Инс на том же уровне, что и Гилберт копейщик, с которым он сражался. Он слышал, что Гилберт достаточно силен, чтобы победить дракона. И если Инесс на том же уровне, то Нур считает, что он слишком слаб по сравнению с кем-то вроде него, который сражался с простым гоблином. Он благодарит Инс, говоря, что она очень талантлива, но это напоминает ей о детстве. Она жила в приюте и однажды случайно активировала свою силу. Тогда ее подруга заинтересовалась и попыталась прикоснуться к ней, но порезала палец. Воспитатели вызвали директора, и вскоре в приют пришли волшебник, рыжеволосый воин и даже священник. Они попросили Инс показать свои способности, и волшебник заявил, что это дар небес, который могут получить только самые редкие люди. Он сказал юной Инс, что ее сила может быть клинком, который может разрезать что угодно, или щитом, который может блокировать любую атаку, в зависимости от того, как она ее использует. Эти тяжелые слова давили на Инс, но рыжеволосый воин сказал ей, что научит ее правильно использовать свою силу. Он взял ее в ученицы, и пока Инс тренировалась с ним, она держалась подальше от всех в приюте, боясь причинить им вред. Так было до тех пор, пока она не встретила Нура и не узнала его имя. Она часто слышала это имя от рыжеволосого воина, который был ее учителем и приемным отцом. Однажды, когда они охотились на монстров в лесу, другой воин сказал рыжеволосому воину, что приближается огромная группа монстров. Рыжеволосый воин задумался и пробормотал, что хотел бы, чтобы в такие моменты рядом была Нора.
Инс было интересно узнать о человеке, которого признал ее отец. Но больше всего она ревновала. С тех пор, как она встретила Нура, ее ревность росла, и она хотела избавиться от этого чувства, чтобы защитить Лин без слабости. В этот момент Нур заметил, что что-то движется по пшеничному полю, оставляя странный след. Как только Лин это услышала, она попросила карету остановиться. Она использовала свою магию, чтобы обнаружить, что скрывается в поле, и оказалось, что это огромный гибрид лягушки и летучей мыши. Тем временем на столицу одновременно напали многочисленные монстры. Рене приказал воинам, мечникам и охотникам убить как можно больше монстров, а ворам помочь эвакуировать мирных жителей. Король Клейс вспомнил слова императора Дориса, который сказал ему, что они пожалеют, если не примут его условия. Он считал, что за этим нападением стоит Дорис, и Рин согласился. Он подумал, что это может быть только начало, и что им следует готовиться к худшему. Клейс спрашивает о 6 мастерах, и Рин отвечает, что они все сражаются с могущественными монстрами. Рыжеволосый воин и его команда сражаются с 3 императорами гоблинов в лесу. Мастер меча уничтожает ящериц-монстров в городе. А охотники, волшебники, целители и воры тоже заняты делом, и король беспокоится, что они слишком распыляются. Тем временем, как только Лин снимает заклинание невидимости с черного дракона, он нападает на девушку перед ним. Лин и Инс знают этого монстра, это черный дракон смерти, который очень опасен. Нур без колебаний бросается на него, чтобы защитить девушку. Он парирует удары дракона своим черным клинком, и Инс замечает, что девушка появилась из ниоткуда, как только Лин сняла заклинание невидимости с дракона. Лин понимает, что девушка должно быть демон с контролем над монстрами и способностями. Ее брат однажды рассказал ей о демонах, которые выглядят как люди, но больше похожи на монстров. Он сказал, что демоны — это мерзкая компания, которая однажды уничтожила целое королевство, и люди охотились на них. По словам Рене, их потомки до сих пор затаили глубокую обиду на людей. В настоящем Энс уверен, что девушка — демон, который привел в город машину. Когда Лин использовал свою магию, это, должно быть, удивило девушку. И когда она на секунду потеряла контроль над машиной, та напала на нее. Инс считает, что они не должны спасать таких, как она, но Нур бросился на помощь, не раздумывая. Пока она смотрит, как Нур все еще сражается с драконом, Инс задается вопросом, о чем он думает. Лин говорит, что им нужно помочь Нуру, но Инс останавливает ее, говоря, что для него уже слишком поздно. Нур считает, что дракон медленный и слабый по сравнению с гоблином, с которым он сражался, и он верит, что если он просто выиграет время, Лин поможет ему. Но внезапно дракон выдыхает в него, и Нур решает парировать удар, потому что девушка пострадает, если он увернется. Но это было худшее, что он мог сделать, потому что атака взрывается, выпуская в воздух какой-то сверхмощный яд. Нура тут же начинает рвать черной кровью, и из его глаз тоже текут кровавые слезы. Он понимает, что его только что отравили каким-то смертельно опасным ядом, и, похоже, уже слишком поздно, потому что он начинает терять сознание. Он падает на землю, и Лин пытается добраться до него, но Инс преграждает ей путь барьером, говоря, что она только погибнет, если подойдет к черному дракону смерти. Она создает барьер, складывая свои щиты вместе, надеясь защитить Лин, пока та не убежит. Лин умоляет ее позволить ей помочь Нуру, но Инс отказывается, говоря, что ее главная задача — защитить принцессу. Затем дракон внезапно выпускает еще одну порцию ядовитого дыхания, и Инесс тут же добавляет еще щитов к своему барьеру. Она говорит принцессе сосредоточиться на выживании, но Лин все равно использует свою магию очищения, надеясь спасти Нура. Ее магия достаточно сильна, и черный яд покрывает все вокруг. Инс извиняется перед Нуром, говоря, что не смогла его спасти. Внезапно часть когтя черного дракона задевает ее барьер, и ядовитое облако исчезает. Нур все еще сражается с драконом, несмотря на то, что его отравили. Увидев его в таком состоянии, Энс понимает, почему рыжеволосый воин хотел, чтобы Нур помогал ему в трудных ситуациях. Она думает, что он — настоящий щит, который всегда защищает людей, даже если это стоит ему жизни, но она также думает, что он не выживет. Тем временем Нур продолжает парировать атаки дракона. Он также парирует его отравленное дыхание, но оставляет себя открытым. Он блокирует атаку, но это все, что он может сделать, прежде чем упасть. Он прикладывает руку к лицу, видит отравленную кровь и думает, что на этот раз как-нибудь справится. Затем мы видим трагическую предысторию ребенка из рода демонов. С того момента, как он и другие так называемые проклятые дети родились, их отвергло общество, презирая за их способность управлять монстрами. Их бросили в клетки как животных, заставляли есть еду, которая едва годилась в пищу. Способность управлять монстрами когда-то была безобидной, просто способом управлять скотом. Но потом какой-то гений решил использовать ее в качестве оружия, чтобы управлять зверями и сражаться. С тех пор эту силу боялись и ненавидели. В этой адской тюрьме мальчика ежедневно избивали без всякой причины. Когда он осмеливался спросить, чем он заслужил такую жестокость, его избивали еще сильнее, оставляя его изувеченным, почти неузнаваемым. Как будто этого было недостаточно, его морили голодом 3 дня подряд. После этого он быстро научился держать рот на замке, если хотел избежать еще большей боли. Но мучения на этом не закончились. Они выставляли его на показ, как в цирке уродов, чтобы горожане могли плевать на него, бросать в него предметы и оскорблять, обращаясь с ним так, будто он был монстром, которого они боялись. Для большинства даже из рода это было достаточно плохо. Но для него это было еще хуже, потому что он мог читать мысли. Он мог слышать все их мерзкие, полные ненависти мысли о нем одновременно. И когда люди узнали о его способности читать мысли, они стали презирать его еще больше, и их жестокость усилилась. Несмотря на все это, мысль о мести ни разу не приходила ему в голову.
Он ненавидел свое жалкое существование, но причинять боль другим было выше его сил. И вот однажды его похититель поставил ему извращенный ультиматум – управлять двумя монстрами и отправить их напасть на соседнее королевство. В обмен на это ежедневные избиения сократятся до 1 раза в неделю, и он даже будет получать немного хлеба, который не совсем заплесневел. Но если он откажется, все станет еще хуже, чем было. Трудно представить, но возможно. В отчаянии мальчик попытался прочитать мысли своего похитителя, чтобы понять его истинные намерения, но тот носил магическое устройство, которое блокировало его способности. Не имея другого выбора и терзаемый страхом, мальчик согласился на сделку, решив сделать все возможное, чтобы выжить и защитить таких же, как он. Поэтому он запечатал себя, зная, что ему придется использовать этих монстров, чтобы убить жителей королевства. Но по дороге барьер вокруг него разрушился, и он на секунду потерял концентрацию, но этого было достаточно, чтобы монстр вырвался на свободу. Пока он пытался восстановить контроль, лягушка сильно ударила его, и тут его осенило. На этот раз он действительно облажался. Из-за его неудачи другие дети из рода демонов, вероятно, пострадают гораздо больше, чем раньше. Но как бы ему ни было жаль их, он, по крайней мере, рад, что умрет, не убивая никого. Это было единственное, чего он никогда не хотел – причинять боль другим. Он просто надеется, что если ему выпадет еще один шанс в жизни, с ним больше не будут обращаться как с мусором. Может быть, у него даже будет добрая семья, и он сможет хоть раз нормально поесть. Поэтому он закрывает глаза, готовый принять все, что будет дальше. Но прежде чем смерть настигла его, Нур встает на его защиту. Мальчик не может понять, почему кто-то из королевства рискует своей жизнью ради него. И когда лягушка плюет ядом, Нур и мальчик получают большую дозу. У Нура была возможность использовать свою базовую исцеляющую магию на себе, чтобы нейтрализовать яд, но вместо этого он решил спасти мальчика, продолжая сражаться. Вскоре Нур падает под тяжестью яда в своем организме, но он все еще уверен, что справится. Эта уверенность исходит из воспоминаний о его детстве. После того, как его мама умерла, он вернулся домой. Однажды он отправился в лес за ингредиентами для ужина и после целого дня поисков набрал целую сумку трав. Он не знал, что это за травы, но подумал, что самое худшее, что может случиться, если он просто бросит все в кастрюлю на ужин. Но оказалось, что это была худшая идея в мире. Нур обнаружил, что истекает кровью на полу, потому что суп, который он приготовил, был очень ядовитым. Рядом никого не было, и он был на грани смерти, отчаянно пытаясь использовать свою исцеляющую магию, надеясь, что это поможет ему продержаться еще немного. К счастью, это сработало, и он дожил до утра. Как только он смог встать, он вышел на улицу, чтобы умыться, а затем отправился в библиотеку, чтобы выяснить, что за чертову отраву он съел. Нур наконец понял, что красная трава, которую он сорвал, называлась драконья погибель. Его мама специально предупреждала его, чтобы он никогда ее не ел, и теперь он корит себя за такую глупую ошибку. Но отравление не остановит его. Нур борется с болью, продолжая ежедневные тренировки, несмотря на то, что яд разрушает его тело. Но это слишком, и он падает на землю. Из последних сил он использует свою исцеляющую магию и, очнувшись, чувствует себя намного лучше. Боль в животе прошла, и это здорово, но теперь он ужасно голоден. Поэтому он возвращается в лес, чтобы найти что-нибудь поесть, стараясь не сорвать еще одно растение драконья погибель. Когда он осматривает другое растение, из ниоткуда появляется ядовитая змея и вонзает свои клыки ему в зад. Нур, не желая сдаваться, убивает змею. Но эти змеи очень ядовитые, и вскоре он снова теряет сознание. Теперь, когда любой другой уже был бы мертв, Нур просыпается через пару часов совершенно здоровым. Он не может поверить, что выжил, и раз уж он убил змею, решает забрать ее домой и приготовить. Его логика: если он выжил после укуса, то съесть ее не должно быть проблемой. И на этот раз он прав, яд на него не действует, а змея оказывается чертовски вкусной. На следующий день Нур решает проверить свою безумную теорию. Он находит еще одну ядовитую змею и заставляет ее укусить себя, чтобы посмотреть, что будет. И как он и думал, яд распространяется по его телу гораздо медленнее, чем вчера. Нур понимает, что у него, возможно, выработалась некоторая устойчивость к яду. Взволнованный тем, что это может открыть новый навык, Нур отправляется на поиски ядовитых растений. Да, он несколько раз теряет сознание от передозировки ядом, но продолжает вставать и запихивать в рот все больше, сколько бы крови он ни выкашливал. Он так и не получил никаких особых навыков, связанных с ядом, но обнаружил кое-что еще. Ему действительно нравится вкус ядовитых растений. Так что сейчас, даже когда монстр угрожает его жизни, все, о чем он может думать, это как чертовски вкусно будет съесть эту лягушку после того, как он ее убьет. Лягушка пытается его прихлопнуть, но Нур отпрыгивает и приземляется на ноги. Яд довольно сильный, поэтому сначала его организму потребовалась минута, чтобы справиться с ним, поэтому он и потерял сознание. Но теперь он полностью невосприимчив к яду лягушки, поэтому снова вступает в бой. Когда лягушка нападает, Нур методично ломает ей все когти, а когда она прыгает на него, он бьет ее по морде, выбивая зубы. Лягушка, понимая, что попала в беду, начинает накапливать мощный заряд яда. Нур понимает, что это ее последняя попытка выжить, но для него это просто бесплатная еда.
Поэтому, прежде чем лягушка успевает атаковать, Нур закрывает ей рот мечом, и весь яд скапливается внутри, пока лягушка не взрывается. Нур доволен собой, что справился с ней, но не может не задаться вопросом, как такая ядовитая лягушка оказалась в этом лесу. Не то чтобы он жаловался, чем ядовитее что-то, тем вкуснее для него. Потом он вспоминает, что за ним стоит ребенок, оборачивается и спрашивает, все ли с ним в порядке. Мальчик говорит, что все хорошо, но Нур видит, что он выглядит неважно, поэтому решает, что Лин его вылечит, когда они закончат здесь. Нур спрашивает мальчика, что он здесь делает, и тот, не желая врать, прямо говорит, что это он привел сюда лягушку. Он сделал это, потому что пообещал кому-то, что доставит лягушку в город. Мозг Нура начинает работать на полную мощность, пытаясь понять, что сказал мальчик. И поскольку у Нура странная одержимость ядовитой едой, он сразу же думает о черном драконе, как о еще одном куске мяса, который можно съесть. Поэтому он приходит к выводу, что этот мальчик должно быть фермер, выращивающий лягушек. Он даже думает, что мальчик прятался за барьером, потому что не хотел, чтобы кто-то украл его драгоценное ядовитое мясо лягушки. Теперь Нур уверен, что он испортил доставку мяса этому мальчику, поэтому начинает извиняться как сумасшедший. Он даже предлагает заплатить мальчику за мясо лягушки, даже если на это уйдут годы. Но мальчик отмахивается, говоря, что для него это не имеет значения. Нур соглашается, но все еще чешет затылок, удивляясь, как такой маленький мальчик смог притащить сюда гигантскую лягушку. Мальчик нерешительно признается, что у него есть способность управлять монстрами, и именно так он справился с заданием. Нур поражен, думая, что у мальчика должно быть какие-то невероятные способности. Но мальчик объясняет, что это не способность, а то, с чем он родился. Он также говорит, что он демон. Мальчик ожидает, что Нур разозлится или испугается, но Нур просто начинает мечтать о том, что бы он сделал, если бы у него была такая сила. Он думает о том, чтобы животные помогали ему в поле, отправляли сообщения с птицами и больше никогда не беспокоились о монстрах. Он даже жалеет, что у него нет такой способности. Мальчик, к удивлению Нура, спрашивает, действительно ли он не боится его и его способностей. Нур, будучи Нуром, не понимает, почему он должен бояться. Для него способности мальчика очень полезны. Мальчик потрясен, услышав это, и начинает плакать, потому что никогда не думал, что его жизнь может иметь какую-то цель. Нур видит в мальчике себя и не понимает, почему у него такая низкая самооценка, когда у него есть такая потрясающая способность. Поэтому он решает, что в этой истории есть что-то еще, но знает, что у мальчика есть потенциал стать кем-то великим. Поэтому Нур уверяет его, что у него впереди светлое будущее. В этот момент остальные члены команды подбегают, чтобы проверить Нура, и Лин готова сразу же начать его лечить. Но Нур отмахивается, говоря, что с ним все в порядке и не нужно суетиться. Лин не может поверить своим ушам. Как Нур может быть в порядке после удара черного дракона? Дыхание этого дракона не просто ядовито. Это чистая концентрированная миазма, которая может испортить даже почву. Невероятно, что Нур смог это выдержать. Ей приходит в голову только одно объяснение. Она вспоминает, как святой Саин однажды рассказывал ей о технике под названием «Священный дух». Эта техника, которая очищает и нейтрализует все формы порчи, была освоена святым Саином за 40 лет. Но каким-то образом Нур, похоже, освоил ее, даже не осознавая этого, и менее чем за половину времени. «Нур, все еще невозмутимый», — спрашивает Лин, может ли она вылечить его нового друга, но мальчик настаивает, что с ним все в порядке и ему не нужно лечение. Лин бросает взгляд на мальчика и сразу же узнает в нем демона, что ее настораживает. Нур, однако, не видит в этом проблемы и предлагает взять мальчика с собой в карету, чтобы подвезти его. Лин сомневается. Все, что она знает о демонах, говорит о том, что они опасны, и в большинстве мест их убивают на месте. Поэтому она спрашивает Нура, действительно ли он хочет взять мальчика с собой, особенно после того, как он привел этого монстра и устроил весь этот хаос. Нур признает, что жаль, что Поле пострадало, но он чувствует, что должен мальчику, потому что убил отравленную лягушку, которую мальчик так старался принести сюда. Поэтому Нур вспоминает, как мальчик сказал, что обещал кому-то принести эту лягушку сюда. Но подождите, кто это был? Мальчик пожимает плечами, говоря, что не знает, потому что ему никогда не рассказывали об этом, и Инс видит, что он не врет. Кроме того, судя по состоянию его тела и тому, как он себя ведет, Инс понимает, что этот мальчик, должно быть, был рабом там, откуда он пришел. Рабство может быть запрещено в королевстве Клей, но в других странах нет. Поэтому она понимает, что мальчика, скорее всего, заставили это сделать. Она спрашивает, помнит ли он дорогу туда, откуда пришел, но мальчик качает головой, объясняя, что ему завязали глаза, прежде чем бросить в глуши и сказать, чтобы он шел в этом направлении. Лин начинает понимать, что, возможно, она сделала неправильные выводы о мальчике, поэтому она спрашивает Инсо, могут ли Ролла поехать с ними. Но с этим планом есть большая проблема. Демонам нельзя приближаться к Митре, поэтому попытка провести Ролла может выдать их за врагов. Пока они обдумывают эту дилемму, сзади раздается голос. Обернувшись, они видят мужчину, который выглядит удивленным, как будто ожидал, что Ролла уже мертв. Мужчина замечает, что груз не был доставлен должным образом, и Нур спрашивает, не он ли его заказал. Убийца объясняет, что он просто исполнитель, а затем с любопытством спрашивает, не Нур ли виноват в том, что случилось с драконом. Нур признается, что это был он, и даже извиняется за это.
поэтому он удивлен, что Нур извиняется за состояние дракона, но быстро отмахивается, говоря, что его интересует только мальчик, который с ним. Он заявляет, что пришел забрать мальчика домой, и Нур с облегчением думает, что убийца пришел за Ролла. Однако убийца ухмыляется и говорит, что за Ролла можно получить много денег. Поэтому он без предупреждения бросается на Ролла, но Нур быстро парирует атаку. Нур, явно сбитый с толку, спрашивает, что он делает. Убийца холодно отвечает, что Нур ему мешает и требует отдать ему демона. Нур, теперь понимая серьезность ситуации, спрашивает, имеет ли он в виду Ролла, но убийца все равно, как его зовут. Он небрежно упоминает, что за труп Ролла можно получить высокую цену, и Нур ошеломлен этим открытием. Убийца продолжает атаковать, но Нур блокирует каждый его удар. Убийца раздражен и предлагает привести Ролла живым и позволить его работодателю убить его, но это будет сложнее. Убийца делает еще одну попытку ударить Ролла, но Нур снова парирует удар. Лин наблюдает за напряженной битвой и едва успевает за происходящим, поэтому Инс говорит ей оставаться позади, что бы ни случилось. Тем временем убийца начинает думать, что Нур действительно странный, продолжая свои атаки, но Нур умело парирует каждый удар. Убийца все больше раздражается и думает, что Нур – настоящая заноза в заднице, и решает, что пора снести ему голову. Он бросается на Нура с полной силой, и хотя Нур успевает блокировать удар, сила удара сбивает его с ног. Каким-то образом Нур успевает остановиться в полете, но он удивлен, как убийца может наносить такие сокрушительные удары такими маленькими ножами. Сила ударов такая же мощная, как у коровы, с которой он сражался раньше. Во время боя один из ножей убийцы ломается, поэтому убийца быстро заменяет его другим, и Нур продолжает парировать непрерывные атаки. Он едва успевает защитить Ролла, полагаясь только на свои инстинкты, но знает, что это лишь вопрос времени, когда убийца одолеет его. Убийца, хотя и удивлен, что Муир продержался так долго, продолжает атаковать. Лин наблюдает издалека и чувствует напряжение битвы даже на расстоянии, поэтому она создает барьер, чтобы защитить ее. И просит отойти подальше, так как ситуация становится все опаснее. Пока она наблюдает за битвой, ее осеняет, что есть только один человек, который так одевается. Она говорит остальным, что убийца никто иной, как мертвец Заду, бывший авантюрист С-ранга. Она вспоминает, как однажды прервала встречу 6 правителей. Гилберт спросил ее, почему она оставила свой пост, и она объяснила, что во время дежурства наткнулась на что-то странное, нераскрытое дело, которое не было закрыто, хотя цель предположительно была мертва. Дандал сказал ей забыть об этом, объяснив, что цель была объявлена мертвой для общественности, хотя на самом деле он был жив. Сик быстро понял, что они обсуждают мертвеца Заду, некогда знаменитого авантюриста, который в юном возрасте достиг вершины своей карьеры и стал целью С-ранга. Услышав это, Гилберт заинтересовался. Он спросил, не хотят ли они, чтобы он разобрался с этим парнем, но Сик быстро его осадил. Гилберт был удивлен, что Зу был достаточно силен, чтобы запугать даже 6 правителей. Ему стало любопытно, и он попытался узнать больше о Зу, но Инс быстро остановил его, а Миан предупредил, что Заду слишком опасен. Кэрри вмешался, сказав, что сейчас нет смысла охотиться на Заду. Увидев любопытство Гилберта, Оукин объяснил, что Заду овладел древней гномьей алхимией и получил титул убийцы драконов в возрасте 13 лет. Его навыки и слава продолжали расти, распространяясь повсюду, достигая даже самых отдаленных земель. Заду поднялся на самую вершину рейтинга авантюристов, и Гилберт заметил, что он похож на легенду из сказки. Затем Инс спросил, как такой человек, как Заду, стал целью С-ранга. Сик объяснил, что Заду не всегда использовал свои таланты во благо. Он сказал, что информация, которую нашел Инсе, должна быть подробно описана в отчете. Прочитав его, Инс обнаружил, что Заду убил 36 членов торговой компании Саринца. Гилберт был потрясен, узнав, что Заду убивал обычных людей. Сан добавил, что из-за этой резни многие в гильдии хотели лишить Заду лицензии авантюриста. Однако, учитывая его значительный вклад, например, победу над монстрами класса Катастрофа, гильдия не смогла прийти к единому мнению. Затем Сик рассказал, что Заду брался за любую работу, какой бы мрачной она ни была, если за нее хорошо платили. Его не волновали здравый смысл, история народов или последствия его действий. Сик объяснил, что самым ярким примером было то, что Заду уничтожил всю армию одной страны, обращаясь с ними как с гоблинами, а затем убил их королевскую семью. В этот момент люди поняли, что Заду не различает добро и зло, и его объявили целью С-ранга. Инс добавил, что бесчисленное количество авантюристов бросали вызов Заду, соблазненные огромной наградой за его голову. Но их усилия приводили только к грудам трупов и постоянно растущей награде. В конце концов, гильдия объявила его мертвым, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, поэтому теперь он известен как мертвец Заду. Затем Заду ломает еще один нож во время битвы с Нуром и удивляется, что Нур уже уничтожил большую часть его коллекции.
Всегда вежливый Нур извиняется и объясняет, что это произошло только потому, что Заду напал первым. Заду отмахивается, не злясь на него. Заду удивляет способность Нура пробивать мифриловое оружие и даже больше – халцедон и драконий бивень, которые не должны ломаться. Нур, все еще находясь в гуще битвы, спрашивает, ожидает ли Зу компенсации за ущерб. Зигу сбивает с толку странная натура Нура и еще более странный меч, но он решает, что это не имеет значения и хочет покончить с этим сейчас. С этими словами он подбрасывает крест, который держал в руках, и тот распадается на несколько серебряных крестов. Инс думает, что это смертоносное оружие, способное унести сотни жизней одним ударом, а Заду говорит, что Нур может сломать столько крестов, сколько захочет. И всегда сможет сделать новые. Он атакует Ролла, используя их, а Нур парирует удары. Но он не может отразить все удары, поэтому использует свое тело, чтобы защитить Рао. Он продолжает это делать, и Инс думает, что так долго не продержится. Она знает, что должна помочь ему, но не решается оставить Лин. Она думает, что ее главная задача – помочь Лин безопасно покинуть эту страну, и пытается расставить приоритеты. Она знает, что сейчас должна это сделать, но все равно спрашивает у Лин разрешения пойти и помочь Нуру, и Лин разрешает. Затем мы видим, что Нур все еще пытается отразить серебряные кресты, но его руки заняты, и он может только защищать Ролла своим телом. Однако Инс вовремя приходит ему на помощь со своим щитом и тоже атакует Заду, но он уклоняется. Она думает, что ее долг – защитить Лин любой ценой, и поэтому она не может позволить этому человеку умереть. Она извиняется перед Нуром за опоздание, и он благодарит ее за спасение. Инс снова атакует своими щитами, но Заду с поразительной ловкостью уклоняется от каждого удара. Нур с восхищением наблюдает, как Энс использует свои щиты как мечи, но быстро замечает, что Заду проскальзывает сквозь ее защиту. Почувствовав, что ситуация зашла в тупик, он говорит Нуру, что им нужно сменить тактику. Она решает полностью сосредоточиться на защите, попросив Нура взять на себя нападение. Нур анализирует ситуацию и понимает, что, хотя клинки Заду быстрые, он справлялся с птицами быстрее, чем с ними. Затем он замечает валяющиеся вокруг когти жабы и придумывает план. Он просит Энс опустить часть барьера по его сигналу, и она доверяет ему настолько, что подчиняется. Нур направляет свою энергию в правую руку и бросает сломанные когти серебряных крестов, как только Энс опускает барьер. План срабатывает, несколько крестов разрушены, и Нур с облегчением видит, что его стратегия работает. У него еще много боеприпасов, и он продолжает уничтожать кресты, используя ту же технику. Когда они продвигаются вперед, Заду внезапно переключает внимание на Инс и неожиданно атакует. Нур вовремя парирует удар и спасает инфекционных. Заду ошеломлен, особенно когда видит, что его адамантитовый нож сломался. Он бормочет, что ему нужно возместить убытки, и снова атакует Нура, но Нур снова отражает удар и просит Заду прекратить нападать из-под тишка. Зу все еще в замешательстве и не может избавиться от ощущения, что с мечом Нура что-то не так, как и с самим Нуром. Он удивляется, как Нур вообще может видеть, что он блокирует его атаки, но Нур просто пожимает плечами и говорит, что просто справляется. Поняв, что теряет слишком много ценного оружия, Заду наконец решает сдаться. Он упоминает, что слышал о большом фестивале в столице, но признается, что после того, что здесь произошло, ему это больше не интересно. Инс расспрашивает его подробнее, но Заду знает только, что это должно быть что-то грандиозное. Затем он небрежно сообщает, что отправляется домой, но перед этим говорит, что Нур действительно странный. Он упоминает, что встречал много психов, но Нур — это совсем другой уровень. Заду говорит Ролла, что ему повезло, что его сегодня пощадили. Но он все равно не может удержаться от последней неожиданной атаки, но Нур без труда ее блокирует. Заду с ухмылкой окружает себя черным дымом и исчезает. Лин вспоминает, что Заду упоминал о фестивале в столице и спрашивает, не хочет ли Нур туда сходить. Нур обдумывает это и решает, что им пора возвращаться. Ролла, однако, в ужасе от этой идеи. Нур замечает это и уверяет его, что они не поведут его в метро, но в столице должно быть достаточно безопасно. Ролла с дрожью в голосе говорит, что ехать в столицу бесполезно. Нур недоумевает и спрашивает, в чем дело и можно ли его туда отвезти. Ролла колеблется, а потом спрашивает, из столицы ли они. Когда Нур подтверждает, что они из столицы и говорит, что собирался отвезти туда Ролла, Ролла пугается еще больше. Ролла предупреждает их, чтобы они не ездили в столицу, объясняя, что слышал слухи о надвигающейся катастрофе, которая будет намного хуже, чем черный дракон смерти. Он говорит о гигантском монстре, который должен появиться и принести разрушения, каких они еще не видели. Нур ошеломлен и понимает, насколько сильно Ролла напуган. Лин явно обеспокоена и настаивает, чтобы они немедленно вернулись в столицу. Нур соглашается, но Инс колеблется, отказываясь сопровождать ее обратно. Она говорит, что Рин специально приказал ей увезти Лин из столицы ради ее безопасности. Лин, однако, не удивлена и спокойно объясняет, что понимает намерения брата, но бегство ничего не решит. Она подчеркивает, что они должны вернуться в столицу и сообщить о надвигающейся опасности.
Инс все еще сопротивляется и пытается спорить, но Лин напоминает ей о том, что случилось с демонами, когда они потеряли свой дом. Они остались ни с чем, рассеянные и уязвимые. Она говорит, что их ждет та же участь, если они сейчас сбегут. Увидев решимость в глазах Лин, Инс наконец сдается. Она соглашается вернуться в столицу, но только при условии, что Лин будет рядом с ней на протяжении всего пути. Затем Ной поворачивается к Ролла и спрашивает, что он хочет делать, предлагая ему расстаться, если он не хочет идти с ними. Ролла после минутного колебания соглашается пойти с ними. Он признает, что хотя он мало что может сделать, его народ действительно является источником этой беды. Нур кивает и говорит, что у демонов тяжелая жизнь. Лин, наблюдая за выражением лица Нура, предполагает, что его, должно быть, сильно беспокоит прошлое мальчика. Но на самом деле Нур просто расстраивается из-за того, что не попробовал ядовитую жабу. Сцена переходит к тому, как они вчетвером возвращаются в столицу. Лин немного сомневается в предстоящем путешествии, но она обретает уверенность, зная, что с ней человек, который победил черного дракона смерти и сразился сзаду на равных. Ее долг как принцессы не бежать, а убедиться, что этот герой, который, кажется, сошел со страниц легенды, благополучно доберется до столицы, даже если для этого придется пожертвовать собой. Она твердо приказывает Инсу идти как можно быстрее, и Инс без колебаний подчиняется. Затем сцена переходит в столицу, где мы видим Рена, идущего по разрушенному городу. Докин подходит к нему и сообщает, что они успешно эвакуировали большинство жителей из старого города на площадь и что 6 правителей помогли устроить засаду врагу. Рен чувствует облегчение, но остается настороже, зная, что это еще не конец. Докин добавляет, что теневая компания тщательно ищет любые признаки врага, но ничего не находит. Рен, однако, уверен, что враг выжидает, чтобы нанести новый удар, вероятно, надеясь воспользоваться их ослабленными и рассеянными силами. Он размышляет, с какой стороны будет следующая крупная атака, и даже допускает возможность нападения с неба. Докин уверяет его, что охотничий двор подтвердил, что летающих зверей нет, но Рен замечает что-то странное — искажение в облаках. Он быстро использует заклинание обнаружения и с ужасом обнаруживает, что это никто иной, как легендарный дракон бедствия. История возвращается в детство Нура, когда его отец рассказывает ему об убийцах драконов. Он объясняет, что дракона, который приносит разрушение, называют злым драконом, а авантюрист, достаточно опытный, чтобы победить такого зверя, получает звание убийцы драконов. Он добавляет, что каждая часть дракона, от его когтей и клыков до костей, невероятно ценна и часто используется для изготовления оружия и лекарств, принося большое богатство тем, кто их собирает. Нур с широко раскрытыми от удивления глазами заявляет, что хочет стать убийцей драконов. Его отец с гордостью и осторожностью предупреждает его, что этот путь будет нелегким, напоминая, что некоторые драконы бродят по земле уже более 1000 лет, заставляя землю дрожать при каждом их шаге и разрушая горы одним взмахом хвоста. Он рассказывает, как давным-давно этот континент чуть не пал под натиском дракона, и говорит, что такого маленького, как Нур, мгновенно бы сожрали. Но несмотря на предупреждение, Нур не отказывается от своей мечты однажды стать убийцей драконов. Перенесемся в настоящее. Нур чувствует что-то зловещее во время путешествия в карете, хотя остальные ничего не замечают. Нур указывает на источник, и Лин понимает, что это дракон бедствия. Сцена переносится в столицу, где жители в страхе смотрят на парящего над ними дракона. Рейм с тяжелым сердцем задается вопросом, понимает ли Империя, какую катастрофическую силу она выпустила на волю. Док и Спёк предполагают, что дракон все еще должен быть в спячке, ведь прошло всего 150 лет с тех пор, как он в последний раз просыпался. Однако Рен мрачно понимает, что Митра потревожила его сон, выпустив на волю этот древний ужас ради человеческих конфликтов. Когда рев дракона разносится по городу, Рен приказывает Докину немедленно вывести всех с места эвакуации за пределы города, настаивая на том, чтобы никто не оставался, даже если они отчаянно цепляются за свои вещи. Когда начинается эвакуация, Майян наблюдает за хаосом. Она замечает, что 6 правителей, самые могущественные воины королевства, рассеяны, а все пути эвакуации заблокированы. Она в отчаянии думает о том, насколько ужасной стала ситуация. Тем временем 6 правителей сражаются с монстрами как в городе, так и на его окраинах, не в силах обратить внимание на дракона. Король наблюдает за приближением дракона из своего замка, и Гилберт убеждает его отступить в безопасное место. Но король, верный своему долгу, отказывается бросать свой народ и просит Гилберта возглавить эвакуацию. Тем временем Иннен смотрит на дракона в бинокль, уже представляя разрушения, которые вот-вот начнутся, и понимая, что зверь уже здесь. Она замечает, что эвакуация уже должна быть в самом разгаре, а Лин, погруженная в свои мысли, понимает, что ее отец, скорее всего, останется. Она прекрасно знает, что у него нет шансов против такого монстра, и молча желает, чтобы он просто убежал. Затем Нур с любопытством смотрит на дракона и так взволнован, что наконец-то увидел его. Ролла находит это совершенно странным, особенно учитывая, что Нур только что столкнулся с черным драконом смерти. Но мысли Нура заняты отцом и братом Лин, которые, скорее всего, все еще в городе.
Когда он говорит об этом, Лин подтверждает это, но настаивает, что уже слишком поздно их спасать. Нур, однако, не согласен и уверенно заявляет, что сможет их спасти, если поторопится. Лин ошеломлена, но Нур напоминает ей о тактике, которую они использовали против гоблинов. Лин понимает, что он говорит об использовании ее заклинания ветра. Хотя она сомневается, зная, насколько оно мощное и непредсказуемое, Нур успокаивает ее. Он говорит, что его меч справится с чем угодно, и он чувствует себя обязанным отплатить городу, который так много ему дал, сделав все возможное, чтобы помочь. Он считает, что если дело только в том, чтобы вытащить ее семью, у них может получиться, и это вселяет в Лин надежду. Она не может поверить, что была готова сдаться, даже не попытавшись, и знает, что заклинание ветра не предназначено для этого. Но она знает, что ее учитель не всегда следует правилам, поэтому она отбрасывает сомнения и решает согласиться с его планом. Тем временем в столице король вспоминает, как Дорадос хвастался, что может легко уничтожить крошечное королевство короля, если захочет. Но даже несмотря на эту угрозу, король отказался отдать подземелье потерянных. Дорадос посмеялся над ним, заявив, что король растрачивает предложенную ему силу, и хвастался, что с мудростью своей страны он может превратить ее в нечто, способное править всем миром. Однако король возразил, что истинная мудрость предупредила бы его не вмешиваться в силы, которые он не понимает. Тогда разъяренный Деридос сказал ему, что если король такой трус, то он вообще не заслуживает короны. Размышляя об этом, король понимает, что для Деридаса ничего не имело значения, пока он мог заполучить подземелье потерянных. Король признает, что недооценил Дорадоса, никогда не предполагая, что тот пойдет на такие крайности ради своих амбиций. Стоя на вершине замка, он думает о своей дочери и надеется, что она в безопасности. Он ругает себя за то, что думает о ней в такое время, и признает, что Деридас был прав, возможно, он не заслуживает короны. Он бормочет, что, возможно, меч подошел бы ему больше, и с тяжелым сердцем извиняется перед своими подданными за то, что повел их на бессмысленную войну. Хотя он знает, что не может искупить свои ошибки, он решает хотя бы забрать один из глаз дракона. За пределами столицы Аинс создает цилиндрический щит и просит Нура встать перед ним. Когда Мур занимает свое место, он замечает, что на этот раз что-то изменилось. Затем Лин накладывает 7 заклинаний на барьер, чтобы усилить его мощь, и видит, что Нур не уверен, стоит ли это делать сейчас. Лин, не обращая внимания на его сомнения, говорит ему приготовиться, потому что удар будет еще сильнее, чем в прошлый раз. И с этими словами она произносит заклинание ветра. После этого Нура нигде не видно, и Ролла не уверен, что Нур смог бы пережить такое. Тем временем дракон приближается к королю, готовый выпустить смертоносное дыхание. Принц видит, что это тот же разрушительный удар, который когда-то поднял целый континент, и король понимает, что ему даже не удастся забрать у зверя его единственный глаз. Принимая свою судьбу, король сжимает кинжал, надеясь хотя бы показать дракону, из чего состоит человеческая стойкость. 7 правителей замечают, что король держит в руках меч, вкладывая в него всю свою ману и жизненную силу для последней отчаянной атаки. Но прежде чем король успевает нанести удар, внезапно появляется Нур, парируя удар дракона и отводя его смертоносное дыхание. Зрители ошеломлены, когда дракон падает на землю. Могучий зверь весь в грязи видит перед собой Нура, который стоит перед ним с вызовом. Дракон не может поверить, что какой-то человек осмелился встать у него на пути и начинает говорить, что миром правят сильные, которые охотятся на слабых. И возмущается, что Нур осмелился бросить вызов этому естественному порядку. Он рычит, что не позволит этому случиться. Затем дракон бьет хвостом, но Нур легко парирует атаку, и дракон снова падает. Нур понимает, что чудом избежал смерти, и вспоминает, как заклинание Лин на секунду вырубило его. Когда его меч во что-то врезался, он пришел в себя и, используя свое физическое усиление, побежал вперед, позволяя ветру нести его. Он не мог остановиться, даже когда добрался до городской стены, поэтому ему пришлось перепрыгнуть через нее. Усиление от заклинания Лин заставило его пролететь дальше, чем он ожидал, и он столкнулся с драконом. Быстро сообразив, он парировал атаку дракона, спасая себя в последний момент. Вернувшись в настоящее, Нур рад, что выжил, и на мгновение останавливается, чтобы прийти в себя, думая, что ему нужно серьезно поговорить с Лин, чтобы она больше так не делала. Он замечает, что дыхание дракона, которое поначалу казалось таким страшным, оказалось на удивление легким. Огромный размер существа больше не пугает его, и после шока от магии Лин он понимает, что страх больше не входит в его лексикон. Когда дракон встает на ноги, Нур начинает думать, что в его нынешнем состоянии у него действительно есть шанс победить его. Тем временем Лин и остальные наконец-то добрались до города. Инс быстро сообщает Лин, что им нужно забрать короля и убираться отсюда, пока Нора отвлекает дракона. Но прежде чем они успевают сдвинуться с места, Ролла предупреждает их, что нужно остерегаться падающих обломков. Инс едва успевает их защитить, но они падают с лошадей. Поддерживая барьер, Инс приказывает Лин оставаться позади нее, и тут Лин замечает 3 императоров-гоблинов прямо перед ними. Она замечает, что они меньше тех, с которыми они с Нуром сражались вместе, но знает, что они все равно грозные противники.
Поэтому она думает, как ей подойти к этой битве, и начинает думать, что бы сделал Нур в этой ситуации. С новой решимостью она говорит Инс, что бояться нечего. В конце концов, это всего лишь гоблины. Инс соглашается, особенно учитывая, что по сравнению с драконом-бедствием эти гоблины ничто. Поэтому они сохраняют спокойствие и готовятся к встрече с императорами гоблинов. Монстр явно собирается атаковать, но Лин быстро выпускает несколько ледяных копий. К сожалению, атака не приносит результата, и как раз в тот момент, когда гоблины собираются нанести удар, Ролла приказывает им остановиться в последнюю секунду. И это дает Линам идеальную возможность произнести заклинание, замораживая гоблинов на месте. Затем Инс превращает свой щит в божественный меч и одним быстрым движением рассекает замороженных монстров. Наблюдая за этим, Лин приходит в восторг. Это действительно оправдывает название божественного меча. Она также удивлена, что Ролла смог остановить этих монстров одной командой. Ей трудно поверить, что демоны обладают такой силой, и вид того, как мальчик собирает все свое мужество, вдохновляет ее тоже выложиться по полной. Тем временем Нур продолжает отражать атаки дракона, и дракон начинает серьезно злиться. Мы замечаем, что удары Нура повреждают когти и чешую дракона, что сильно шокирует дракона, ведь они должны быть неразрушимыми. Нур тоже удивлен, что его меч даже не царапает дракона, как бы сильно он ни размахивал им, и он задается вопросом, что это за магическое оружие. Но потом он решает, что это не важно, пока у него есть этот меч, он может победить. Дракон, почувствовав настоящий вызов, наконец признает Нура достойным противником и взлетает в воздух. Дракон готовится к разрушительной атаке дыханием, но Нур отражает ее, как будто это пустяк, и все, включая дракона, поражены. Дракон в ярости, и Ролла объясняет, что он злится, потому что признал Нура настоящей угрозой, но Нур не ответил ему тем же. Торт отмечает, что драконы невероятно гордые существа, и дракон бедствия, который когда-то был абсолютно уверен в своей силе, теперь начинает сомневаться. Дракон понимает, что, возможно, он всегда был слабым, и делает последнюю отчаянную попытку напасть на Нура. Но Нур снова отражает атаку, и на этот раз ему удается отрубить дракону один коготь. Дракон, наконец, смиряется и склоняется перед Нуром, завершая свою ярость. Ролла видит это и говорит, что поклон дракона означает подчинение, но Нур все еще в замешательстве и не понимает, что происходит. Он замечает отрубленный коготь дракона рядом с собой и вспоминает слова своего отца о том, как ценны части дракона, и как их можно использовать для создания оружия и лекарств, приносящих богатство стране. Он также вспоминает, что тех, кто может убить злого дракона, называют убийцами драконов. Но когда он смотрит в покорные глаза дракона, Нур понимает, что он не создан для того, чтобы быть героем. Он опускает оружие, садится и признается, что быть героем не для него. Затем Ролла замечает, что дракон больше не хочет сражаться, и остальные подходят к Нуру, испытывая одновременно облегчение и благоговение. Нур заверяет всех, что с ним все в порядке, и благодарит Ролла за помощь. Ролла, выглядя озадаченным, не понимает, за что его благодарит Нур. Затем Нур объясняет, что он только что понял. Дракон, должно быть, успокоился, потому что Ролла приказал ему это сделать. Но Ролла быстро отрицает, что делал что-то подобное, и Нур в замешательстве. Если Ролла ничего не делал, почему дракон вдруг перестал быть враждебным? Затем Нур приходит к выводу, что, возможно, дракон испугался присутствия такого человека, как Ролла, который потенциально мог бы им управлять. Все замолкают, когда Нур просит Ролла отправить дракона туда, откуда он пришел. Однако остальные быстро замечают, что дракон по-прежнему представляет серьезную угрозу, и было бы разумнее уничтожить его, пока есть такая возможность. Нур понимает, что это рискованно, но не хочет причинять вред существу, и признает, что его просьба немного эгоистична, но Лин вмешивается, понимая его точку зрения, и соглашается позволить это. Ролла, с другой стороны, уверен, что у него есть сила, чтобы управлять таким могущественным драконом, и он чувствует, что все, что он может сделать, это вежливо попросить его. Нур, заметив нерешительность Ролла, пытается успокоить его, говоря, что Лена Инс не испугалась бы, если бы он показал свою силу. Это придает Роллу достаточно уверенности, чтобы попробовать. Ролла успешно общается с драконом и говорит Нуру, что он готов выполнить любое его приказание. Девушки ошеломлены этим открытием, а Нур все еще немного не понимает, что дракон, должно быть, называет Ролла своим хозяином. Нур приказывает Ролла, чтобы дракон тихо вернулся домой и больше никогда не угрожал людям. Ролла передает сообщение, и, к всеобщему удивлению, дракон действительно соглашается сделать именно то, что говорит Нур. Он взлетает в небо, издав последний оглушительный рев, и исчезает вдали. Все в шоке наблюдают, как легендарный зверь мирно улетает, но ужас Нура достигает пика, когда внезапная мощная атака сбивает дракона прямо с неба. Все в ужасе понимают, что за нападением стоит зловещий лидер Империи Дирас. Гретта самодовольно насмехается над поверженным драконом, говоря, что даже зверь, который жил тысячи лет, в конце концов остается всего лишь глупым животным. Он считает дракона не более чем пешкой и разочарован, что тот не уничтожил столицу, как планировалось. Поэтому он все равно решает начать атаку и приказывает своей огромной армии собраться поблизости.
Огромное количество войск и их непревзойденная огневая мощь заставляют всех похолодеть. Затем в воспоминаниях показано, как Империя тщательно спланировала это нападение. После того, как драконы разрушили столицу, войска должны были приступить к зачистке. Пехотинцы должны были быть вооружены магическими мечами и щитами, а элитные подразделения – зачарованными доспехами и магическими пушками. Они также подготовили массивные защитные щиты и огромные пушки Монтеи, чтобы обеспечить полное господство. Король был в восторге от этого плана, но у одного солдата, Рандиуса, были серьезные сомнения по поводу войны. Он сомневался, что она действительно принесет пользу стране в долгосрочной перспективе. Однако Деридас быстро заткнул ему рот, заявив, что никто не посмеет угрожать их грандиозным планам, и поклялся показать миру подавляющую мощь их магии. Деридос одержим идеей, что эта война войдет в историю и хочет, чтобы все помнили о глупых решениях королевства Клей. Он хочет, чтобы все знали, что они были королевством глупцов, которые пренебрегли надлежащим содержанием подземелья потерянных и в своей жадности сами навлекли на себя беду. А что касается Дуратуса, то он планирует стать тем, кто войдет в историю как герой, освободивший эту страну от собственной глупости. Рядом Нур и команда замечают поверженного дракона, но не могут сказать, дышит ли он, не подойдя ближе. Внезапно они замечают войска магической империи, которые тоже заметили их. Они видят принцессу Лин, но настоящая проблема в том, что с ней Инес. Инс – одна из легендарных личностей, известных во всем мире, и Деридос сразу же предполагает, что именно она спасла столицу. Он заявляет, что эпоха, когда правили легенды, закончилась, и пришло время тем, кто обладает мудростью, определять будущее. Деридос приказывает выстрелить из монопушки, потому что даже если Инс, так называемый божественный щит, это оружие должно превратить ее в пепел. Она станет еще одной легендой, поверженной его рукой. Вот почему Деридос так любит войну. Пушка начинает заряжаться, и группа замечает это в последний момент, поэтому Инс говорит им бежать, спасая свои жизни. Пушка стреляет, и Деридас самодовольно заявляет, что с ней покончено. Инес остается спокойной, когда огромный луч летит в ее сторону, но Нур, совершив шокирующий поступок, встает и отражает колоссальную атаку. Луч разлетается во все стороны, и все в шоке. Войска Геридиса настолько потрясены, что думают, что оружие вышло из строя, поэтому Геридис приказывает им приготовиться к следующему выстрелу. Нора ошеломлена огромным количеством вражеских войск, и девушки объясняют, что они здесь, чтобы уничтожить королевство. Конечно, у королевства Клей есть своя армия, но они уступают по численности и мощи империи. Инс убеждает Лин отступить вместе с ней, и Лин спрашивает Нура, что он собирается делать. Нур говорит, что это должно быть очевидно, и думает, как поскорее убраться отсюда. Лин соглашается и задает глупый вопрос, но явно верит, что он собирается совершить что-то героическое. Нур озадачен ее улыбкой и думает, что она его неправильно поняла. Он пытается объяснить, что хочет сбежать, но их прерывает еще одна атака. Инс блокирует ее, и разочарованный Деридос решает отойти в тыл для безопасности. Их зажали со всех сторон, и Нур понимает, что есть только один выход из этой передряги. Он говорит остальным, что отвлечет их, чтобы они могли сбежать. Нур думает, что он бесполезен в бою, но если он в чем-то и хорош, так это в том, чтобы убегать со всех ног. Оглядываясь назад, мы видим, что Нур оттачивал свои навыки побега, убегая от настоящих пчелиных роев, поэтому его план состоит в том, чтобы носиться по полю боя как сумасшедший. Лин, думая, что она помогает, решает немного подбодрить его. Глаза Нура расширяются от ужаса, когда он понимает, что она собирается снова ударить его своим порывом ветра, но она клянется, что на этот раз будет лучше контролировать его. Затем Нур пытается объяснить, что не собирается умирать сегодня, но, к сожалению, времени на болтовню нет. Надвигается еще одна атака, поэтому Нур изо всех сил отталкивается, и Лин запускает его в воздух. К его удивлению, Нур может отражать атаки Империи, пролетая над полем боя. Теперь пути назад нет, поэтому он летит прямо на огромную армию. Благодаря навыкам парирования, которые он оттачивал годами, Нур начинает обезоруживать солдат направо и налево. Его главная цель – выиграть время для остальных, чтобы они могли сбежать, поэтому он в режиме вихря парирует все на своем пути. Геридис сходит с ума, наблюдая, как его войска терпят поражение, и вдруг перед ним появляется Нур. Все оружие, которое Нур парировал ранее, взлетает в воздух и обрушивается на солдат. Даже огромный щит был отброшен Нуром, и Деридас просто не может понять, как этот парень нарушает законы физики. Хаос Нура не прекращается, и Деридас пытается понять, с кем он имеет дело. Нур снова оказывается прямо перед Деридасом, и до него доходит. Это тот парень, который стоял рядом с Лимбом всего несколько минут назад. Деридос ошеломлен, не понимая, как Нур преодолел такое расстояние. Еще больше сбивает с толку то, что Нур игнорирует всех остальных и сосредоточен только на нем. Деридос начинает паниковать, понимая, что Нур может знать, что он император, и его паника достигает нового уровня, когда Нур хватает его. Деридос пытается успокоиться, напоминая себе, что его доспехи и меч сделаны из самых прочных материалов. Поэтому он решает дать отпор. Но прежде чем он успевает замахнуться, Нур проносится мимо него. Думая, что Нур струсил и сбежал, Деридос на мгновение чувствует облегчение.
пока его не начинают обстреливать его собственные пушки. Нур носится по полю боя как сумасшедший, и реальность обрушивается на Деридаса. Его некогда могучая армия терпит поражение, а те якобы непробиваемые щиты, которые могли выдержать дыхание дракона, теперь превратились в мусор. В полном недоумении и ярости Деридас требует, чтобы Нур сказал, кто он такой. Внезапно Деридас замечает черный клинок Клея, ценную реликвию, которая когда-то висела за его троном. Холодная волна ужаса обрушивается на него как пощечина. Этот меч — его главная цель, единственная реликвия подземелья, которую он желает больше всего на свете. Еще больше его пугает то, что этот меч сделан из неизвестного металла и должен быть невероятно тяжелым, чтобы его мог поднять обычный человек. Даже невероятно сильному королю Клею нужны были обе руки, чтобы поднять его. Но вот Нур легко перебрасывает его через плечо, как игрушку. Деридас в ужасе понимает, что Нур в одиночку уничтожил всю его армию и, вероятно, оставил его в живых, чтобы помучить. Страх настолько овладевает им, что он писается и убегает, как испуганное животное, прыгая на своего коня и уносясь прочь от Нура так быстро, как только могут нести его копыта. Затем мы возвращаемся к битве с точки зрения Нура. После того, как он парировал оружие солдата, он почувствовал облегчение, что наконец-то может остановиться. Затем он заметил позади себя короля, который выглядел как обычный старик в блестящих доспехах, и удивился, почему такой хрупкий старик вообще оказался на поле боя. Даже лошадь, на которой ехал король, была в блестящей сбруе, и Нур не видел в нем ничего особенного. Стоя там, он понял, что оружие, которое он парировал, падает на землю. Поэтому он отбросил свои мысли и бросился снова парировать оружие, прежде чем солдаты успели его схватить. Он знал, что должен делать все возможное, парируя все, что может. Затем он заметил человека с перегородками и решил парировать и их, хотя понятия не имел, что это такое. Через мгновение он снова остановился рядом с королем, все еще гадая, кто этот старик. Но потом он вспомнил, что солдаты могут забрать свое оружие, если он будет отдыхать слишком долго, поэтому он снова начал парировать. Когда он остановился рядом с королем, чтобы перевести дух, король, казалось, узнал его. Нур подумал, что этот старик действительно знает его, и направился к нему, думая, что никогда его раньше не видел. Но король явно испугался и вытащил меч, готовый сразиться с Нуром. Но Нур решил не парировать меч старика, решив, что он не представляет угрозы. Поэтому он прошел мимо него и продолжил парировать магические пушки. Через мгновение пушки приземлились рядом с королем, и Нур продолжил парировать все, что попадалось ему на пути, думая, что если старик останется на поле боя, то, скорее всего, просто поранится. Поэтому Нур снова подошел к нему. Король, дрожа, спросил, почему Мьюир еще не убил его. Нур понял, что старик думает, что он пришел забрать его жизнь и не мог винить его за это, ведь он держал в руках меч, поэтому решил заверить его, что не собирается его убивать. Поэтому Нур положил оружие и попытался сказать королю, чтобы тот не боялся, но он слишком запыхался, чтобы говорить. Он улыбнулся, чтобы показать, что не причинит ему вреда, но король неправильно понял его улыбку, приняв ее за угрозу, и в панике вскочил на коня. Затем Нур почувствовал, что от быстрого перемещения по полю боя у него сдавила грудь, и он закашлялся кровью. Солдаты Митраса воспользовались этим и начали окружать его, и он понял, что был слишком безрассуден. И знал, что не сможет восстановиться после такого истощения с помощью своего низкоуровневого исцеляющего заклинания. Затем, когда солдаты приблизились, он почувствовал головокружение и подумал, что это конец. В глазах у него помутнело, но он надеялся, что Лин и остальные смогут спастись. В этот момент дальнобойная атака поразила солдат Митраса, и Нур узнал это умение, это был Миан. Затем появился Гилберт, используя свое умение могилы, чтобы расправиться с солдатами вокруг Нура. Нур почувствовал облегчение, увидев его, хотя все еще не мог вспомнить его имя. Гилберт был потрясен разрушениями, которые устроил Нур, и вскоре появился Сик и извинился за опоздание. Нур узнал его, хотя Сик не помнил Нура. Тем не менее, Сик поблагодарил его за то, что он держал оборону, и заверил, что они позаботятся об остальном. Он и Гилберт бросились вперед, уничтожая всех солдат, которые попадались им на пути, а Нур наблюдал за ними, думая, что всегда хотел быть таким мечником. Тем временем Сайдинг покачал головой, удивляясь, что Сик так яростно сражается, хотя его предупреждали не переусердствовать. Вулкан был ошеломлен количеством врагов и думал, что с ними не справится. Сейдж отметил, что они не могут получить информацию от трупов, и пошутил, что живые более полезны, особенно когда он может вернуть им конечности и продолжать их ампутировать во время пыток. Хон выглядел испуганным, а Сейдж рассмеялся, сказав, что он просто шутит. Затем он сказал, что скоро прибудут маги Акена, и велел ему готовиться. Когда появились маги, Хон произнес заклинание «Земляная хватка», пригвоздив солдат к земле. Затем на них напали силы Данда, и Сейдж заметил, что Окен, похоже, наслаждается происходящим. Окен ухмыльнулся, сказав, что всегда любит хорошую битву, и решил добавить последние штрихи. Он запер солдат в огромной каменной клетке, и Сейдж понял, что теперь его очередь. Поэтому он решил спасти выживших и помочь им найти лучший путь. Тем временем Нур был удивлен, увидев здесь всех инструкторов, которые когда-то его учили, и был рад снова их увидеть. Некоторые из инструкторов тоже узнали Нура, и вскоре Лин исцелила его. Он поблагодарил ее за помощь, но она сказала, что ему нужно еще немного отдохнуть. Но Нур настаивал, что с ним все в порядке, хотя и признался себе, что очень голоден.
Затем Сик сообщил всем, что во время допроса Сайна командир признался, что у Митраса больше нет войск, они бросили на них все, что у них было, однако их император, похоже, сбежал. Окин был ошеломлен, удивившись, что старый император вообще вступил в бой, и счел нелепым, что человек, называющий себя мудрым правителем, совершил такой безрассудный поступок. Поэтому он вслух задумался, не теряет ли старый хрыч рассудок, и Нур вдруг понял, что они говорят о старике в блестящих доспехах, которого он видел раньше. Опен удивился и спросил, знает ли он, о ком они говорят, и Нур объяснил, что недавно встретил этого человека в блестящих доспехах, настолько ярких, что даже его конь был в них, так что их было трудно не заметить. Хоган понял, что император, должно быть, использовал арчельковую броню, высококлассное снаряжение, способное поддерживать широкий спектр навыков. Если бы его конь был в такой броне, неудивительно, что император так быстро сбежал. Сик добавил, что они не смогут преследовать его, если он пересечет границу, так как там есть крепость и мост через ущелье. Затем Окин вздохнул, сказав, что у них нет шансов догнать его обычными средствами, и добавил, что это возможно, если они смогут летать. Поэтому Нур спокойно заявил, что они действительно могут это сделать. Все были шокированы, но он добавил, что это возможно, только если определенное существо еще живо. Через некоторое время они отправились к месту, где упал дракон. Окин и Сейдж были в восторге, увидев такое великолепное существо вблизи. Сейдж удивился, что ему впервые поручили исцелить что-то настолько огромное, и принялся за работу, сосредоточившись на восстановлении тела дракона. Ему удалось залечить внешние раны, но на внутренние повреждения нужно больше времени. Затем, пока он работал, он сказал Нуру, что тот сильно вырос, и Акен удивился, узнав, что этот молодой человек — Нур. Нур ответил, что давно их не видел, и был шокирован тем, что Ан все еще жив. Бен посчитал это немного грубым и заявил, что планирует прожить еще 100 лет. Мур подумал, что он шутит, но старик был совершенно серьезен. Затем Окин спросил Нома, уверен ли он, что сможет исцелить зверей, и Нур сказал ему не волноваться, с ними Ролла. Окин повернулся к Ролла и спросил, уверен ли он в своих силах, но Ролла признался, что совсем не уверен, и Окин немного забеспокоился. Нур заверил его, что все будет хорошо, и дракон внезапно проснулся. Нур попросил Ролла начать с ним общаться, и дракон издал мощные регистры. Нур сразу понял, что он зол, и Ролла удивился, что Нур это заметил. Нур объяснил, что вырос в горах, поэтому может хотя бы чувствовать настроение дракона. Затем Ролла перевел, что дракон хочет отомстить и хочет, чтобы Нур отдал приказ. Окин был ошеломлен, узнав, что Ролла так хорошо управляет драконом. Ролла быстро попытался объяснить, что дракон считает своим хозяином не его, а Нура, но прежде чем он успел закончить, дракон снова зарычал. И Ролла сказал, что он хочет уйти прямо сейчас. Нур сказал всем, кто идет с ним, приготовиться, и Лин и Инс вышли вперед. Нора удивилась, что они тоже идут, и они объяснили, что Ролла должен ехать на драконе, потому что никто другой не может с ним общаться, а они будут его охранять. Лин спросила, пойдет ли с ними Нора, и Нора заколебался, потому что очень боялся высоты. Но он знал, что это была его идея, и отступать сейчас было нельзя. Поэтому он сказал Лане, что пойдет с ними, если она будет рада, и добавил, что с ним они будут сильнее сотни человек. Сейдж добавил, что тоже пойдет, потому что должен заботиться о своем пациенте до конца. Каро тоже был там и хотел присоединиться, что обрадовало Норберта, ведь он увидит еще одного своего наставника. Затем Каро объяснил, что им понадобится навык маскировки, чтобы ездить на таком большом существе, и вызвался помочь. Один тоже хотел пойти, но Сейдж сказал ему остаться и присмотреть за каменной клеткой, и Акан был вынужден согласиться. Затем прибыли король Клейс и его сын Рен, и Лин обрадовалась, увидев, что они оба живы, а они, в свою очередь, были рады видеть ее невредимой. Затем Инс попросил Рена наказать ее за неповиновение его приказу, но Рен отмахнулся, признав, что сам виноват в том, что отдал такой глупый приказ, и был рад, что она вернулась. Затем Рен тоже решил поехать на драконе, сказав, что им понадобится переговорщик. Все сели на дракона, и король поручил Рену принимать решение, попросив Нура защитить его детей. Нур согласился, и король извинился за то, что часто просит его о помощи. Затем Ролла приказал дракону лететь, и тот взмыл в небо. Затем, когда Дандал и Сиг увидели дракона в небе, Дандал спросил Сига, не против ли он ничего не говорить Нуру, особенно после того, как они наконец нашли его после стольких лет. Сиг ответил, что не против, и сказал, что Нур никогда не нуждался в их помощи. Он подумал, что идея взять Нура к себе и вырастить его всегда была нелепой, и Дандел согласился, потому что они считали Нура героем из легенд. Затем Сиг вспомнил, что видел издалека оружие армии, и признался, что ему стыдно за свою лень. Он понял, что не должен был тратить время на то, чтобы учить других, и решил, что пора самому учиться. Затем Дандел заметил, что Сиг выглядит удивительно счастливым для того, кто утверждает, что ему стыдно. Стик усмехнулся. Это было естественно, учитывая, что Нур устроил для них такое представление, и Дандел кивнул в знак согласия. Затем мы переключились на Нура и остальных, которые искали Деритаса, но не могли его найти. Они подумали, что он уже пересек границу, когда увидели впереди мост. Кара объяснила, что земля за мостом находится под контролем Империи, и предупредила, что нельзя идти напролом.
Он предложил вернуться, но оставил окончательное решение за Рейном. Но прежде чем Рен успел ответить, Лин заметила, что по мосту что-то быстро движется, и они увидели Деритаса. Кару заметил, что Деритас приближается к обороне столицы и предупредил, что если они войдут на территорию Империи, то живыми не вернутся. Он сказал, что сейчас они скрыты магией, но она перестанет действовать, как только враг узнает об их присутствии. Рин понял это, но был полон решимости не дать Императору сбежать, потому что знал, что у Митры есть доступ к мощным магическим инструментам. И если Деритас сбежит, он сможет использовать их, чтобы усилить свою военную мощь, поэтому он не хотел давать Деритасу время на перегруппировку. Затем Инес попросил у Рина и Лин разрешения уничтожить всю территорию. И Лина подумала, что Инес должно быть в ярости после того, что случилось с Капитолием. Затем Инс предложил уничтожить оборону форта, пока есть такая возможность. Рейн согласился, и Инси использовала свой божественный меч, чтобы атаковать форт. С помощью Кару она уничтожила весь форт за считанные секунды, обеспечив им путь к отступлению. Рин был доволен и сказал Лин, что их действия с этого момента определят ход войны, поэтому он спросил ее, готова ли она к тому, что будет дальше. Лин ответила, что готова и верит, что все здесь обладают силой, намного превосходящей обычную, и она уверена, что им не о чем беспокоиться, пока они вместе. И чувствует себя еще увереннее, когда рядом с ними Нур. Затем она подумала, что Нур, должно быть, планирует что-то грандиозное, пока они разговаривают. Но на самом деле Нур так боялся высоты, что уже потерял сознание. Когда Император наконец вернулся в форт, его первоначальный ужас сменился яростью, когда он вспомнил, какое унижение только что пережил. Когда он пронесся мимо своих чиновников, они не могли не заметить его растрепанный вид и спросили, почему он весь в грязи и пахнет мочой. Разъяренный Император начал ругаться, обвиняя своих солдат в том, что они не смогли победить, несмотря на все высокотехнологичное оборудование, которое у них было. Но его тирада резко оборвалась, когда один из чиновников заметил что-то за окном. Император поднял глаза, и его страх мгновенно вернулся, когда он увидел дракона бедствия, летящего прямо на Империю. Он запаниковал, не понимая, как дракон все еще жив, ведь лазерный луч должен был уничтожить его. Затем его осенило. Должно быть, это Святой Сан каким-то образом оживил зверя. Но даже в этом случае они не могли заставить дракона напасть на него, если только кто-то не управляет им. Срывающимся голосом он потребовал сказать, где находится укротитель зверей, которого он нанял, и один из чиновников нервно сообщил ему, что мастер Левит уже покинул Империю. Лицо Императора исказилось от ярости, когда он понял, что Левит, должно быть, предал его, и он вместе с Раджули начал закатывать истерику. Затем вмешался Рандис, пытаясь успокоить его, настаивая на том, что крики ничего не решат. Но Император набросился на него, крича, чтобы Рандис перестал быть бесполезным и сделал что-нибудь, чтобы спасти Империю. Рандис согласился и ушел, но по его лицу было видно, что с него хватит императорских глупостей. Тем временем Император приказал остальным подготовить Краноса. Он хотел использовать его, чтобы сбить дракона с неба. Чиновники тут же запротестовали, напомнив ему, что Коронос все еще находится на стадии испытаний, и его запуск сейчас может уничтожить большую часть города. Но Императору было все равно, и он в ярости пнул одного из них через всю комнату. Затем он заявил, что у них нет другого выхода, если они ничего не сделают, дракон все равно уничтожит город. Поэтому он настаивал, что не нужно беспокоиться о сопутствующем ущербе, и при необходимости они могут использовать систему наведения маны, чтобы точно прицелиться. Чиновникам ничего не оставалось, как подчиниться приказу Императора, и весь город погрузился во тьму, когда лазерная пушка Короноса нацелилась на дракона. Император с уверенностью наблюдал, как это уничтожит зверя. В конце концов, это самое мощное оружие, которое когда-либо создавала его империя. Затем лазер выстрелил, пронесся по небу прямо к дракону. Но, к всеобщему удивлению, что-то на голове дракона отразило луч, и он отклонился от курса. Лицо Императора исказилось от недоверия, и ситуация стала еще хуже, когда настройки наведения маны дали сбой, перенаправив лазерные лучи на собственные генераторы маны Империи. Без них Империя осталась совершенно беззащитной. Затем Император в ярости обвинил чиновников, хотя именно он приказал запустить оружие. Чиновникам это надоело, и они ушли, оставив его беспомощно наблюдать, как его империя рушится и горит. Несколькими минутами ранее группа приближалась к Империи на спине дракона, когда Нур внезапно почувствовал приближение чего-то, и это был лазерный луч гораздо сильнее предыдущего. Так что у них не было времени увернуться. Нур без колебаний прыгнула вперед и отразила удар. Ей удалось отвести его, но не умея летать, она врезалась прямо в замок Императора. Внутри Император оказался в окружении Рандиуса и нескольких рыцарей, которые тоже были сыты им по горло. Император потребовал объяснить, что делает Рандиус, и тот спокойно объяснил, что для спасения Империи ему нужно устранить ее главную угрозу – самого Императора. Император отчаянно звал кого-нибудь, хоть кого-нибудь, чтобы спасти его, но никто не подчинился его приказам. Казалось, что его конец неизбежен, но как только Рандиус приготовился нанести удар, Нур пробила потолок и приземлилась прямо в тронном зале Императора. Нур огляделся, на мгновение ошеломленный, и удивился, как ему повезло приземлиться именно там, где нужно.
Затем Рандиус осторожно поднял меч и спросил, собирается ли он защищать императора. Нур невозмутимо ответил, что ему плевать на императора, но он не считает, что рыцари должны его убивать. Тогда один из рыцарей быстро достал пистолет и выстрелил в императора. Но Нур с легкостью отразил выстрел и осторожно опустил голову императора на землю, чтобы уберечь его от опасности. Рандиус и его люди, поняв, что Нур силен, решили напасть на него все вместе, но Нур ловко отразил все их атаки, даже не вспотев. Рандиус попытался урезонить его, сказав, что император обрек свою страну на гибель и должен заплатить за это жизнью. Но тут другой Мэг бросил бомбу, чтобы убить императора. Но Нур вовремя заметил угрозу и спокойно оттолкнул императора в сторону, и тот ударился о стену, но не пострадал. Пока император висел на стене, Нур спросил, почему рыцари Дориты так хотят убить своего правителя. Но один из рыцарей ответил, что Нур уже причинил императору больше вреда, чем любой из них. Тем не менее, Рандиус настаивал, что император должен умереть, и бросил еще несколько бомб. Но Нур предвидел атаку, схватил императора за ногу и осторожно опустил его на пол. Затем Нур предложил, что поскольку император уже довольно стар, они могли бы просто посадить его в тюрьму и позволить природе взять свое. Но Рандиус отверг эту идею, объяснив, что поскольку враг уже внутри империи, а дракон бедствия приближается, им нужно немедленно убить императора, чтобы показать, что они готовы сдаться. Но тут раздался голос, который сказал, что убивать императора не нужно, потому что он не сможет понести наказание за свои преступления, если уже мертв. Это был Рин, который только что прибыл с остальными. Он поблагодарил Нура за его усилия, но настоял, что с этого момента он сам будет всем заниматься. Затем он попросил Лин вылечить Нура, если он поранится при падении, и Нур с Лин кивнули и тихо вышли из тронного зала, оставив Рину возможность взять все в свои руки. Рин повернулся к рыцарям и заверил их, что им нечего бояться. Он не держит на них зла и не причинит им вреда. Однако императору не так повезло. Император умолял Рина о пощаде, и, к всеобщему удивлению, Рин согласился пощадить его, но только при определенных условиях. Он объяснил, что из-за безрассудных действий императора многие жители королевства оказались под завалами, сгорели заживо или были растерзаны дикими зверями. Рин заявил, что готов простить императора, но только если тот готов испытать ту же боль, которую причинил другим. Это открыло бы путь к мирным переговорам и возмещению ущерба, чтобы положить конец войне, поэтому Рин спросил, есть ли возражения, но никто не встал на сторону императора. Было решено, что император должен испытать те же страдания, которые причинил другим. Император растерянно огляделся, не понимая, как он сможет пережить такую боль. Затем он спокойно объяснил, что сколько бы раз не ломались кости императора или не вскрывались его внутренности, Стейн будет рядом, чтобы вылечить его и продолжить пытки. А если император потеряет сознание от боли, морковка позаботится о том, чтобы он снова очнулся. Император был парализован страхом, он испугался еще больше и обмочился. Рин, заметив это, пояснил, что ему не доставляет удовольствия мучить кого-либо. Но он настаивает, что император должен по-настоящему понять, какие страдания он причинил из-за мелкой обиды. На самом деле Рин считает, что он был довольно снисходителен к наказанию. Пока это происходило внутри, Нур закончил лечиться у Лин и почувствовал себя намного лучше. Но, глядя на Империю, он не мог не чувствовать вину за ущерб, который причинил, когда отразил лазер. Чувствуя его беспокойство, Лин успокоила его, напомнив, что он действовал только для того, чтобы защитить их от взрыва. К тому же никто не погиб от взрыва, потому что лазеры попали только в генераторы маны Империи. Она объяснила, что в местах с высокой концентрацией маны никого не было, поэтому никто не пострадал, когда генераторы были уничтожены. Но признала, что их разрушение все равно сильно повлияет на жизнь людей. В этот момент вернулись Рин, Керу и Саня и объявили, что они достигли соглашения, и теперь и Империя, и Королевство сосредоточится на послевоенном восстановлении. Нур удивился, что война закончилась так быстро, когда казалось, что она только начинается, и с любопытством спросил, что случилось с императором. Рин объяснил, что император отрекся от престола, и новым императором, скорее всего, станет его внук. Однако ребенку всего 10 лет, поэтому на время будет назначен регент, который будет править от его имени. Было решено, что рыцари будут править, пока юный заяц не станет достаточно взрослым, чтобы занять трон. В этот момент из замка вышли рыцари, и первое, что сделал Рандиус, извинился перед Нуром за то, что напал на него раньше. Он предложил сделать все возможное, чтобы загладить свою вину, но Нур отмахнулся, сказав, что не обижается, и Рандиусу не стоит беспокоиться об этом. Обрадовавшись, что Нур не обиделся, Рандиус добавил, что если Нуру когда-нибудь понадобится помощь, он и другие рыцари сделают все возможное, чтобы помочь ему. Но Нур улыбнулся и сказал, что не стоит заходить так далеко, и добавил, что это он должен извиниться за ущерб, который нанес городу. Рандиус заверил его, что нет причин чувствовать себя виноватым, потому что разрушения были прямым следствием действий бывшего императора. Он отметил, что не было сообщений о жертвах или раненых в результате взрывов, так что это просто вопрос восстановления. И преступления, совершенные Империей против Королевства, гораздо хуже по сравнению с этим. Тем не менее, Нур настаивал на том, чтобы предложить свою помощь любым возможным способом, даже если это просто расчистка завалов.
Но прежде чем они успели продолжить, дракону стало скучно, и они все забрались ему на спину и улетели обратно в королевство. Но, несмотря на все усилия, Нур все еще не мог избавиться от неприязни к полетам. Когда они вернулись, их встретил король, который сразу же извинился за то, что оставил Рене вести переговоры в одиночку. Он сказал, что хочет узнать подробности позже, но сначала хочет поблагодарить их спасителя. Рене согласился, сказав, что Нур практически в одиночку спас всю столицу и заслуживает достойной награды. Но Нур быстро прервал их, сказав, что ему не нужны никакие награды. Король, понимая, что Нурам движут нематериальные желания, ответил, что просто не может отпустить Нура без какого-либо признания, ведь он спас всю страну. Нур знал, что в таких ситуациях принято получать награду, но он честно не мог придумать, чего бы он действительно хотел. Затем он посмотрел на Ролла и вдруг понял, чего хочет. Он поднял глаза на короля и сказал, что на самом деле есть кое-что, чего он хочет. Король, обрадовавшись, что у Нура есть просьба, с нетерпением спросил, чего он хочет, и Нур объяснил, что хочет, чтобы о Ролла, ребенке из народа демонов, которого бросили и которому некуда идти, позаботились. И он попросил, чтобы Ролла разрешили жить в столице как обычному гражданину. Нур признался, что хотел взять Ролла к себе, но он живет скромно, поэтому считает, что Ролла будет лучше, если о нем позаботится богатая семья. Нур предложил, чтобы король выделил Ролла небольшой участок земли и дом. Король внимательно выслушал и понял просьбу. Но есть одна проблема. Святая теократия Мифрила считает всех демонов врагами, поэтому принятие Ролла в качестве гражданина может ухудшить их дипломатические отношения с Мифрилом. Король хотел предложить Нуру другую просьбу, но Нур прервал его, сказав, что ему ничего не нужно, кроме безопасности Ролла. Он добавил, что если король хочет предложить что-то еще, то лучше направить эти ресурсы на восстановление королевства. Король, пораженный решимостью Нура, не смог сдержать смех. Ролла посмотрел на Нура и вдруг вспомнил момент, когда его чуть не убил дракон-лягушка.